В этом видео мы с вами познакомимся еще с двумя новыми тегами, также разберем несколько новых свойств CSS и подробнее поговорим про типы тегов, а точнее про блочные теги, строчные, строчно-блочные и так далее. Ну что ж, давайте мы с вами сделаем новый файл, в котором мы с вами поработаем. Сделаем новый файл под названием, допустим, назовем его, пускай будет просто page, страница.html. И давайте мы здесь опять же сделаем структуру нашего документа. Желательно, чтобы вы это все руками прописывали, как я уже говорил, чтобы лучше запоминалось, но в целях экономии времени я это все скопирую. Но вы старайтесь все прописывать руками, потому что так лучше запоминается, как я уже говорил. И здесь у нас будет название нашей страницы. Давайте мы его поменяем на пока что просто страница. Так, окей, давайте мы эту страницу откроем в браузере. Напишем здесь, что мы хотим открыть файл page.html. И сейчас у нас здесь пусто. Давайте мы с вами познакомимся с новым тегом под названием div. Есть такой тег, который называется div. От английского это division, в переводе означает разделение, то есть разделитель. Это такой тег, который разделяет блоки. Он, в принципе, не имеет никакого оформления внешнего, это просто блочный элемент div, в который вы можете помещать другие элементы. Например, мы можем сделать div, и здесь мы можем сделать какой-нибудь тег абзаца и написать какой-нибудь текст. Давайте посмотрим, у нас получается вот такая страница. Сейчас я сделаю зум. У нас мы видим просто текст, находится в div. Давайте мы посмотрим, что у нас вообще получается, если мы посмотрим через инспектор кода. Мы видим, у нас есть абзац, у него есть отступ слева, потому что мы с вами для тегов p делали текст indent 20 пикселей. И мы видим вот наш div, то есть div он занимает всю ширину страницы, либо блока, в котором он находится. И в этом div у нас есть абзац, который тоже блочный элемент, но у него есть отступы мэрджины сверху и снизу, про которые мы скоро поговорим. Если мы сделаем с вами еще один div с другим текстом, то он будет начинаться с новой строки. То есть каждый div он блочный, а блочные элементы начинаются с новой строки и занимают по умолчанию всю ширину блока либо страницы. Надеюсь, это понятно. Мы видим, что просто у нас вот div имеет в стиле display block, то есть это блочный элемент. Он обычно используется для создания структуры сайта, то есть мы делаем разные дивы, придаем им какие-то классы. Например, здесь у нас будет класс, например, content. И, например, здесь у нас будет класс с названием footer. Это подвал сайта. То есть здесь мы можем написать какой-нибудь copyright, допустим, там 2019, а здесь у нас будет идти контент нашего сайта. Например, здесь будет заголовок страницы с классом title, страница, какой-то текст страницы и так далее. То есть здесь у нас есть div с контентом основным и есть div с подвалом вашего сайта. Таким образом, мы при помощи дивов можем создавать структуру сайта. То есть у нас получается вот есть div content, в котором находится заголовок, текст, и есть div footer, в котором находится, например, copyright. Там все права защищены, как вы знаете, такая, да, есть надпись на многих сайтах. Окей, в принципе, думаю, с этим понятно. Мы можем в div помещать другие теги и создавать тем самым структуру вашего документа. В дальнейшем мы разберемся подробнее, как вообще делать структуру, как сделать, например, слева колонка, справа колонку, там шапку разделить там на разные колонки и так далее. Мы это все с вами разберем. Это делается при помощи специальных свойств. Но пока нам нужно познакомиться просто с этими тегами, чтобы вообще представлять, что они себя представляют. Окей. Думаю, с этим понятно. То есть div — это просто элемент блочный, который разделяет какие-то части вашего сайта. Также у нас есть еще один элемент, который называется span. Он строчный. Давайте мы с ним поработаем. Я открою сейчас index.html, скопирую просто текст, с которым мы с вами поработаем. У нас есть текст. Давайте мы его возьмем, перенесем сюда, чтобы у нас было побольше текста, с которым мы будем работать. И уберем пока что все это оформление теги strong, пока что все это уберем, оставим только в абзаце текст. Давайте посмотрим. У нас есть вот текст в абзаце. И что если мы хотим, например, первые два слова сделать их полужирными, то есть bold, сделать их наклонными и покрасить в другой цвет. Как мы это можем сделать? Если мы будем использовать HTML-теги, то нам нужно сделать что? Мы хотим сделать их полужирными bold, мы оборачиваем в тег B. Мы хотим сделать их наклонными, нам еще нужен тег I.
мы хотим еще поменять им цвет, нам нужно придать класс и прописывать этот цвет текста. Но так делать не очень удобно, очень много лишних тегов, b, и так далее. Мы можем это сделать как-то проще. Для этого у нас есть тег span. Тег span — это такой же, как и div, просто тег, но он строчный, то есть он не имеет никакого оформления внешнего, пишется он span. Таким вот образом мы оборачиваем какой-то элемент текста в этот span, он строчный элемент, и все, что после него будет идти, не будет переноситься на новую строку, потому что span он строчный. Как мы видим, если мы посмотрим через инспектор кода, у нас просто текст обернут в span, и у этого тега нет вообще никакого оформления, он просто элемент, в который можно обернуть какой-то текст. Но зато теперь мы можем этому тексту, то есть этому тегу span, придать какой-нибудь класс, например, text red, допустим, и при помощи этого класса мы можем в CSS прописать для него стили. Например, для класса TextRed мы хотим прописать стиль color и задать ему какой-то цвет красный. Сохраняем. Теперь у нас данный текст будет красным. Хотим мы еще сделать его полужирным, пропишем font weight 700, либо bold, и делаем его полужирным. Хотим данный текст еще наклонить, сделать его курсивом, пишем font style italic. Наклоняем данный текст. То есть так гораздо удобнее работать, стилизовать текст при помощи CSS. То есть мы делаем один элемент в тексте, span, оборачиваем в него нужный текст, который мы хотим поменять, его внешнее оформление, придаем ему класс, и с этим классом уже работаем в CSS, и у нас получается HTML намного чище. Теперь давайте разберем с вами разницу между div и span. То есть одну разницу мы уже с вами увидели. Div — это блочный элемент. Каждый элемент div начинается с новой строки. Если мы обернем данный текст в div вместо span, то данный текст останется на одной строке, остальное пойдет ниже. Давайте посмотрим. Мы видим, что у нас данный текст остался на первой строке в div, а текст, который идет после него, начинается с новой строки, потому что div занимает всю ширину блока. Он блочный элемент. Если мы используем span, то он строчный элемент, он не занимает всю ширину блока, он просто идет в потоке строки. У них также есть отличия по свойствам. Например, для div мы можем с вами для блочных элементов задавать ширину, высоту, отступ внутренний с любых сторон и также отступ внешний. Давайте мы разберем сначала внешний отступ. Что это такое? Это свойство margin. Например, вот у нас есть div с классом content. Давайте мы с ним поработаем. Div с классом content, где-нибудь здесь мы с ним поработаем. И, например, мы хотим, чтобы у контента был отступ снизу больше, до следующего элемента. То есть у нас есть контент и у нас есть div footer. И мы хотим их больше отделить друг от друга. То есть сейчас у нас есть небольшое расстояние между ними, но оно, например, нам не подходит, нам нужно больше пространства. Для этого есть свойство margin. И опять же, как и padding, он работает. Margin — это объединение отступов сверху, справа, снизу, слева. И также у нас есть свойства margin top, margin bottom, margin right и margin left для разных сторон. Например, мы хотим, чтобы у контента был отступ снизу. Пишем margin bottom и пишем, например, 50 пикселей. И у нас добавится margin для нашего контента. Мы видим такую красную теперь полосу. И это внешний отступ одного элемента от другого. Если мы хотим задать отступ, например, сверху, то мы пишем margin top. И у нас будет у данного div контент отступ сверху мы видим. И у нас появляется такое пространство сверху этого элемента. Margin right, margin left — это отступы слева и справа. Например, мы давайте пропишем margin right для контента. Тоже 50, посмотрим, что у нас получится. Мы видим, что у нас теперь блок данный стал чуть меньше, потому что у него есть отступ от правого края. И он теперь занимает не всю ширину, а у него есть небольшой отступ справа. Если мы пропишем margin left, то у него будет у этого блока отступ слева, внешний. И если мы используем сокращенную запись, то опять же, например, первое значение — это сверху отступ 12 часов, как вы помните. Второе значение — это справа 3 часа. Третье значение — это снизу 6 часов. И четвертое значение — это слева 9 часов. Так, давайте посмотрим. И вот у нас появляется такой вот отступ со всех сторон, как мы видим. Сверху 10, справа 20, снизу 30, слева 50. Если мы посмотрим на эту таблицу, то мы то же самое здесь и увидим.
сверху 10, справа 20, снизу 30, слева 50. И если мы хотим использовать одинаковые значения для отступа сверху и снизу, и слева и справа, то мы используем запись из двух значений. Первое значение сверху и снизу, второе значение слева и справа отступы. Сохраняем, давайте посмотрим. Теперь у нас сверху и снизу мы видим по 10, слева и справа по 20 пикселей. Это что касается отступа, то есть для блочных элементов мы можем задавать данный отступ. Но что если мы попробуем задать отступ для спана? Давайте посмотрим. У нас есть спан с классом TextRed. Давайте мы ему пропишем margin 10 пикселей, то есть со всех сторон по 10 пикселей отступ. Сверху, справа, снизу, слева. Давайте посмотрим. И мы увидим, что у нас, у данного элемента, задался отступ только слева и справа. Сверху и снизу мы отступ не видим. Да, то есть как бы здесь мы его не видим вообще. То есть у нас показывается по схеме только слева и справа. Хотя здесь вроде бы показывается, но отступ не применяется для строчных элементов сверху и снизу. То же самое и с пэддингом. Если мы пропишем для TextRed внутренний отступ пэддинг для инлайнового элемента строчного, то мы увидим, что пэддинг сверху вроде бы показывается, сверху и снизу, слева и справа, но сверху и снизу он работает не так, как хотелось бы. То есть в этом и есть отличие блочных от строчных элементов. Мы можем менять тип элемента, из строчного сделать блочный, из блочного сделать строчный и так далее. Для этого мы можем прописать свойство, которое называется display. Если мы хотим, чтобы данный span вел себя как блочный, мы прописываем блок, display блок. То есть у нас теперь данный span будет блочным элементом, и мы теперь видим, что он начинается на новой строке, занимает всю ширину экрана, и теперь пэддинги работают так, как нужно. Если мы будем менять эти пэддинги, то мы видим, что у нас отступ внутренне меняется у элемента, становится больше, и все элементы отодвигаются друг от друга. Для строчных элементов пэддинг сверху и снизу ведет себя по-другому совсем. Как мы уже заметили, то же самое с мерджином. Мерджин сверху и снизу для строчных элементов не работает. Давайте наш span сделаем строчным блочным элементом. Для этого мы пропишем display inline block. Inline block и посмотрим, что у нас получится. Теперь мы видим, что пэддинг в принципе сверху и снизу работает правильно, то есть у нас появляется отступ внутренний от наших элементов и в принципе слева и справа тоже. Но у нас текст, который идет после данного спана, остается в этом же потоке, в этой же строке. То есть это гибрид между блочным и строчным элементом, то есть он имеет свойство, он может принимать пэддинги сверху и снизу, слева и справа, мерджины сверху и снизу, слева и справа, но в потоке он ведет себя как строчный элемент, остается, как бы занимает то пространство, которое ему необходимо, и следующие элементы идут за ним, не начиная с новой строки. То есть если мы пропишем также здесь margin, то мы увидим, что теперь margin тоже будет работать для этого элемента. Вот мы можем также его поувеличивать, чтобы убедиться в этом, что у нас все прекрасно работает. Если мы убираем, например, inline блок, то у нас становится просто инлайновым элементом. Маржины сверху и снизу не работают. Если мы пишем блок, то у нас элемент теперь будет блочным. Но вот так работают элементы строчные, блочные и некий гибрид строчно-блочные элементы. Возможно, это кажется немножко сложным сейчас, но когда мы начнем с вами уже делать настоящую страничку при помощи структуры, мы это все будем подробнее разбирать и смотреть, где это больше подходит. Вам сейчас главное понять смысл и разницу между блочными, строчными и гибридом. Также мы с вами уже изучили свойство ширины width. Давайте мы его применим для нашего контента, допустим. У нас есть блок контент, и давайте мы пропишем ему ширину. Контент, например, width 200 пикселей. Посмотрим. И у нас теперь данный блок занимает не всю ширину экрана, потому что он был блочным, а только 200 пикселей, потому что мы ему указали ширину 200 пикселей. Также мы можем указывать высоту элементов, то есть при помощи свойства height. Если мы укажем 300 пикселей высоту, то данный блок будет высотой 300 пикселей, и все, то есть у него будет фиксирована высота. И если, например, мы давайте сделаем его меньше 200, то мы увидим с вами такую картину. То есть мы прописали фиксированную высоту для блока, контент, а у него контента больше, чем на 200 пикселей высоту, да, получается. Но поскольку мы блок ограничили по высоте, контент вылезает,
следующий блок тоже находится под ним и смотрится не очень красиво, поэтому будьте аккуратны с фиксированной высотой, ее очень редко нужно прописывать, и мы будем с вами разбирать случаи, когда высота нужна фиксированная, когда нет. Для динамичных блоков, в которых находится текст различный, его может быть разное количество, мы высоту не прописываем, но мы можем ее прописывать для блочных элементов. Также мы можем задавать ширину и высоту для строчно-блочных элементов. Для строчных элементов мы задавать высоту и ширину не можем. Давайте я вам покажу. Уберем пока что ширину у контента. У нас есть span. Сейчас у нас он строчно-блочный. Если мы ему пропишем ширину, например, 100 пикселей, то она применится. У нас наш блок будет 100 пикселей по ширине. Давайте мы пока margin уберем у него. То есть здесь у нас все применяется. То есть блок стал 100 пикселей в ширину. Если мы увеличим, то мы видим, он тоже увеличивается, например, 160. Мы видим, что блок занимает 160 пикселей в ширину. Если мы данный блок сделаем строчным, по умолчанию span строчный, то значение ширины не применяется к строчным элементам. Если мы его сделаем блочным, как мы уже знаем, для блочных значение ширины и высоты работает. Давайте мы пропишем высоту. У нас, например, блок 160 будет по ширине, и хотим ему добавить еще высоту, например, 30. Мы видим, что высота работает для гибридов строчно-блочных элементов. Если мы убираем значение inline-блок, по умолчанию span будет строчный, то значение высоты и ширины не работает. Для блочных, опять же, это все работает. Вот такая разница между строчными, блочными элементами и гибридами. И давайте с вами разберем небольшой пример такой. То есть, например, у нас есть блок контента с шириной 300 пикселей, допустим. У нас есть вот такой блок контента 300 пикселей шириной. И что, если мы хотим данный блок сделать по центру нашей страницы? Как нам можно это сделать? Text-align не подходит. Text-align это для текста, выравнивания текста. А что, если мы хотим блочный элемент выровнять по центру страницы? Для этого мы можем использовать с вами margin. У нас сейчас margin сверху и снизу по 10, слева и справа по 20. Если мы слева и справа напишем авто, то у нас наш блок выровняется ровно по центру нашей страницы и будет всегда находиться по центру вне зависимости от ширины экрана. То есть при помощи значений авто слева и справа мы выравниваем автоматически по центру данный блок. Если мы хотим просто выровнять по центру без отступа сверху и снизу, мы просто можем прописать с вами margin left авто и margin right авто. И тем самым мы просто выровняем данный блок по центру. Отступа сверху и снизу не будет, как мы видим. У нас просто есть отступ сверху, потому что у заголовка есть тоже отступ сверху, поэтому он небольшой присутствует. Но, как мы видим, наш блок контент, он имеет ширину 300 пикселей, и он выровнен ровно по центру. Это часто встречается на всех сайтах. Например, у вас есть сайт, вы наверняка знаете, видели 100%, что сайт, когда вы заходите на него, он находится по центру. Как это достигается? Например, у нас есть сайт, и у него есть, например, блок div. Давайте мы все это возьмем в div. И у него есть, например, какой-то класс page, допустим, страница. Для этой страницы задается какая-то ширина, например, width 900 пикселей, и мы выравниваем по центру, то есть делаем margin left авто и margin right авто. Давайте у контента пока это уберем. То есть у нас есть общий div, в котором находится вся наша страница. Контент, footer, там навигация, что-нибудь еще. И мы просто указываем, что эта страница, данный элемент page будет иметь ширину 900 пикселей и выравнивается по центру страницы. Если мы зайдем на страницу, то мы увидим, что у нас, давайте я сделаю зум поменьше, мы видим, что у нас теперь страница находится ровно по центру, вне зависимости от ширины вашего экрана. То есть она находится по центру и имеет ширину 900 пикселей. Таким вот образом. Так делается контент страницы по центру. То есть мы видим, вот наша страница page имеет ширину 900 пикселей, margin left и right авто, и она у нас теперь по центру находится. Ну что ж, в принципе, на этом все. Мы с вами познакомились с новыми тегами div, span. Также мы с вами разобрали, как отличаются друг от друга блочные, строчные элементы и строчно-блочные элементы, какие свойства на них работают, какие не работают.
Также мы с вами познакомились с свойством Margin и свойством Height для определения высоты элемента. И также мы с вами поработали с свойством Display, в котором можем указывать тип данного элемента. Либо он строчный, inline, либо он блочный, блок, либо он строчно-блочный, inline, блок. На этом пока все, и в следующем видео мы с вами продолжим. В этом видео мы с вами поработаем с фоном, разберемся, как задавать цвет фона, как задавать изображение на фоне какого-то блога либо страницы. Ну что ж, давайте мы с вами сделаем еще одну новую страницу, которую назовем, например, background. То есть по-английски фон это background, и мы так и назовем страницу новую. На этой странице нам нужен скелет, опять же скопируем скелет документа. Закроем наши теги и здесь напишем фон. Или просто работа с фоном. Давайте мы данный файл откроем в браузере. Так, background. Окей, у нас страница открылась, теперь мы можем с ней работать. Так, мы уже с вами, в принципе, довольно-таки много тегов знаем и знаем довольно-таки неплохое количество CSS свойств. Поэтому давайте мы немножко здесь с ними поработаем. Ну что ж, давайте мы с вами сделаем div. Сделаем с вами div. У нас будет контейнер. И, например, с классом пускай будет, например, post. И в этом div с классом post мы с вами сделаем заголовок h1 с классом post title. Это будет заголовок нашей статьи. Здесь напишем заголовок. Потом у нас будет текст статьи. Мы сделаем с вами абзац. Мы сделаем с вами абзац и в нем напишем какой-нибудь текст. Можем текст взять опять же с файла index.html, взять небольшой кусочек текста. Лучше, конечно же, сделать отдельный div для текста. То есть мы делаем отдельный div для текста и в него помещаем уже текст. Для чего это нужно? Мы с вами сейчас зададим класс для div. У нас будет div называться postText. И в данном div будут находиться абзацы с текстом. То есть, если бы у нас был бы один абзац какой-то, то да, можно было бы его использовать. Но поскольку это текст, в котором может быть множество абзацев, мы с вами используем отдельный div с классом postText. И в нем мы уже с вами размещаем сколько угодно абзацев. Можем разбить на два абзаца текст, например, так. У нас получается два абзаца с текстом. Уберу просто пока что лишние теги. Ну, не лишние, которые мы с вами делали. Ну и получается как-то так. То есть у нас есть div с классом postText, в нем находятся уже абзацы. Давайте посмотрим, что у нас получилось. У нас получилось пока что вот так. Вот такая у нас структура. Давайте мы также уберем в стилизации у тегов P данный text indent. Он нам не нужен. Давайте мы его уберем и посмотрим, что у нас получается. У нас пока так, стилизации никакой нету. Давайте мы с вами стилизацию напишем. Мы здесь будем писать с вами стилизацию для тега post, для класса post. И давайте мы здесь напишем комментарий, во-первых. Комментарии также очень важны, поэтому мы оставляем комментарий в CSS, чтобы просто отделить блоки друг от друга и проще ориентироваться. Ставим вот такие вот знаки. Слэш, звездочка, звездочка, слэш. И здесь пишем комментарий, например, post. Что обозначает, что мы здесь будем писать стили для поста, для нашей записи. У нас есть div с классом post. Давайте мы ему зададим размеры некие. Ширину, например, так, width, например, 700 пикселей. И, например, мы зададим ему высоту, например, 300 пикселей. Либо давайте сделаем побольше, 400. У нас получается вот такой вот блок post. Давайте я остальное все закрою. Вот у нас есть элемент post с классом post. Мы его стилизуем, задаем ему ширину и высоту. Давайте мы также его выровняем по центру страницы. По горизонтали пропишем margin left авто и margin right авто, чтобы выровнять наш блок post по центру страницы. Давайте посмотрим. У нас получается вот такой вот блок post. Также давайте мы ему зададим какую-нибудь границу. Мы уже с вами изучили свойства границы. Border. Пропишем 1 пиксель, сплошная.
и какая-нибудь, допустим, темно-серая, у нас появляется вот такая граница. Чтобы текст плотно не прилегал к этой границе, давайте мы с вами напишем внутренний отступ для нашего блока post. То есть, чтобы сделать внутренний отступ, чтобы текст плотно не прилегал к границе нашего блока. Давайте я сделаю зум небольшой. Вот так вот. Прописываем padding. Пропишем его со всех сторон. Пропишем общее свойство padding и пропишем, например, сверху и снизу по 15, слева и справа, например, по 25. Давайте посмотрим. У нас получается вот такой блок. Мы видим, он стал чуть больше, во-первых, потому что мы используем padding, а padding по умолчанию влияет на размеры блока. Давайте посмотрим через инспектор кода. Если мы с вами задали размер блока 700 пикселей, плюс мы использовали пэддинги, по 25 слева и справа в сумме дает 50, то у нас блок в общей сложности получается 750. Плюс у нас есть граница, 1 бордер, то есть толщина 1 пиксель у границы, и слева и справа это в сумме 2 пикселя. То есть теперь наш блок в принципе в сумме получается 752 пикселя. Как мы видим, вот здесь выводится в этом угле выводятся размеры блока 752 пикселя. Если мы посмотрим на схему, то мы видим, что у нас ширина блока 700, слева и справа по 25 пикселей 750, и бордеры слева и справа по 1 пикселю, в сумме 752 пикселя получается размер нашего блока, который мы с вами сделали. То же самое с высотой. Если мы блоку задали высоту 400 пикселей и прописали пэддинг, то пэддинг влияет на высоту блока. То есть мы прописали пэддинг сверху и снизу по 15, значит в сумме у нас будет 430 пикселей уже высота. Мы еще добавили с вами бордер, поэтому у нас будет 432 пикселя высота. Если мы посмотрим на данные размеры блока, вот здесь опять же мы видим 432 пикселя. И если мы посмотрим на схему, то мы видим 400 высота, 15 сверху и снизу пэддинги, 430 плюс бордеры сверху и снизу по 1 пикселю, 432 пикселя в сумме получается. То есть пэддинги влияют на размеры блока, это вам тоже важно знать и понимать. Окей, хорошо, это мы с вами сделали, давайте мы с вами поработаем с классом postTitle, как-нибудь застилизуем наш заголовок. postTitle мы уже с вами прописали в стиле, поскольку у h1 тегов, любых тегов заголовка, h1, h2, h3 и так далее, есть мержены сверху и снизу, как мы видим, да? У нас такая красная полоса сверху и снизу, мы можем их убрать. То есть мы можем прописать margin 0. Тогда у нас у заголовка этого не будет отступа сверху и снизу. Как мы видим, мы его убрали. Но у нас остается отступы еще у абзацев. Тоже по умолчанию в браузере у абзацев есть отступ сверху и снизу, мержены. Мы можем тоже их убрать. Как мы можем это сделать? У нас есть с вами класс postText. И, например, в этом классе postText мы хотим, чтобы у абзацев не было отступов сверху, а были только снизу. Пишем, что мы работаем с абзацами, которые находятся в классе postText. И мы хотим убрать мержены со всех сторон, только оставить снизу. Пишем свойство margin. Сверху мы делаем 0, чтобы убрать. Справа тоже делаем 0. Снизу сделаем, например, 10 пикселей. Слева тоже будет 0. Пишем так. И давайте посмотрим. У нас теперь получается вот по схеме. Мы видим, что у нас есть post класс, div с классом post. У него есть внутренний отступ. У нас есть заголовок, у которого нет отступа. У нас есть посттекст, в котором находятся абзацы и у которых только отступ снизу. Для заголовка мы можем задать свой отступ. То есть мы убрали отступы, которые были по умолчанию, и мы хотим задать свой отступ снизу, чтобы текст отделить от нашего заголовка. Пишем, что мы хотим задать с вами отступ снизу, а с остальных сторон мы хотим его убрать. Либо мы могли сделать таким образом, прописать margin top 0, а margin bottom, например, 20. Вместо такой записи. Тоже правильный вариант. Не забываем здесь точку запятой. Давайте посмотрим. Вот у нас получается у заголовка есть отступ, и текст идет после уже заголовка. Давайте мы добавим чуть больше текста, поскольку у нас блок большой. Мы можем здесь добавить больше текста, чтобы смотрелось это все как-то гармоничней. Можем еще один абзац взять, первый скопировать, вставить его сюда. У нас получается вот такая картина, есть заголовок, есть какой-то текст. Также давайте поменяем, например, цвет у заголовка, пропишем ему свойство color и выберем какой-нибудь цвет, например, давайте выберем
какой-нибудь синий, допустим, пока что. Сохраним, посмотрим, у нас получается заголовок синий. В общем, здесь мы можем делать все, что мы с вами уже проходили, менять размеры шрифта и так далее. В общем, это, как вы видите, делается таким образом. Но данный урок у нас сейчас про фон, и давайте мы про него поговорим. Например, мы хотим задать какой-нибудь фон для нашего всего документа. Как мы это можем сделать? У нас есть стилизация тега body, и, например, мы хотим ему задать какой-нибудь фоновый цвет. Для этого есть свойство background color. Background color. И здесь, опять же, как и цвет для текста, мы указываем через решетку цвет для нашего фона. Например, такой. Давайте посмотрим. У нас получается фон теперь белый. Если мы хотим оставить фон, то есть серый, если мы хотим оставить фон серым на body для тега body, а у нашего поста поменять на белый, мы переходим опять в пост и пишем, что мы хотим у элемента с классом post поменять background color на белый, FFF. Давайте посмотрим. У нас теперь получается, что фон страницы серый, а фон нашего блока post белый. Получается как-то так. Отлично, в принципе, здесь ничего сложного. Работает так же, как color. Выбираем цвет либо в таком формате, либо ключевые слова используя red, white, black и так далее. Просто это применяется к фону background color. Окей, что если мы хотим задать какую-нибудь картинку на фон? Как нам быть в этом случае? Например, у нас есть красивая картинка, давайте я вам ее покажу. Поместим мы ее в нашу папку Images. И давайте мы картинку вот такую расположим на фон нашего элемента с классом post. Для этого, чтобы нам поместить картинку на фон, у нас есть свойство, которое называется background image. Background image, здесь пишем URL, скобки, и в скобках мы указываем путь к нашей картинке. Также ставим кавычки, и здесь пишем, что мы хотим зайти в папку images, в папку img. То есть мы сейчас находимся в файле style.css, и относительно этого файла мы ищем другой файл, которому мы хотим прописать фон. То есть мы сейчас находимся в папке CSS. Чтобы попасть в папку Images, нам нужно выйти из папки CSS. Для выхода из папки CSS мы пишем с вами две точки, слэш. Мы выходим из папки CSS. Нам нужно теперь зайти в папку img. И здесь найти файл с названием bg.jpg. Давайте посмотрим. Как мы видим, у нас на фоне появилась вот такая вот картинка. И как мы видим, как-то она странно немножко отображается. Она у нас закончилась вот здесь и пошел повтор. То есть у нас, в принципе, картинка должна быть вот такая. Вот такая картинка. Она у нас повторяется по горизонтали и по вертикали вниз. Мы видим тоже, здесь пошел повтор, мы видим небо. Как нам регулировать этот повтор? Есть свойство, которое называется background repeat. Background-repeat. И здесь мы устанавливаем значение no repeat. Что значит не повторять наш фон? И если мы сейчас посмотрим, то мы увидим, что наш фон вставлен один раз, и по оси X по горизонтали, и по оси Y по вертикали он у нас не повторяется. Окей, хорошо. Также здесь есть значение repeat, что значит по умолчанию как бы повторять наш фон по всем осям, по оси X по горизонтали и по оси Y по вертикали. Фон повторяется. Мы также можем задавать повтор по разным осям, например, по оси X только по горизонтали фон будет повторяться, либо по оси Y фон будет повторяться по вертикали. Но нам сейчас для этого случая нужно убрать повтор, поэтому мы пропишем с вами no repeat. Мы хотим с вами, чтобы наша картинка была полностью в нашем блоке и не повторялась. Хорошо, это мы с вами сделали, но она сейчас не полностью занимает размеры нашего блока. Как нам сделать так, чтобы картинка фоновая занимала все размеры нашего блока? Для этого мы пропишем с вами свойство, которое называется background size, размер нашего фона. И здесь можем указать с вами 100%, это значит 100% ширины. И второй параметр, второе значение, например, авто. То есть наша картинка фоновая растянется на всю ширину блока, и высота будет пропорционально изменяться. Давайте посмотрим. Вот мы видим, у нас фотография растянулась на 100% высоты, то есть ширины нашего блока, и по высоте она тоже пропорционально изменилась. Изменила свои размеры. То есть здесь мы указываем первый параметр по ширине размера картинки,
Второй параметр по высоте размера картинки. Если мы пропишем здесь 100-100, то картинка будет полностью вмещаться в блок, то есть 100% ширины, 100% высоты, но она будет непропорциональная, поэтому будет не очень красиво. Поэтому здесь лучше, конечно же, использовать, например, по какой-то одной оси делать 100%, а по другой оси сделать уже автоматическую ширину либо высоту. Также мы можем здесь указывать размеры в пикселях. Например, мы хотим сделать наш бэкграунд 500 пикселей в ширину и, например, 200 пикселей в высоту. Мы получаем с вами такой бэкграунд. Но обычно бэкграунд сайз используют для того, чтобы картинка растянулась красиво по всей ширине блока и чтобы она была гармоничной, поэтому здесь есть такое значение, которое называется cover. И давайте посмотрим, что сейчас получится у нас. Мы увидим, что наша картинка теперь полностью заполняет блок, она пропорционально растягивается по всем осям. Если блок будет уже и шире, то есть, например, по ширине он будет меньше, по высоте больше, картинка займет ту позицию, которая ей более выгодная, то есть она будет показываться полностью в нужных пропорциях. А также у нас есть такое свойство под названием Background Position. И здесь мы можем указывать позицию нашего фона. Например, выберем центр. Наша фотография будет находиться ровно по центру. Если мы выбираем позицию какую-нибудь другую, например, по оси X мы хотим задать ему прижать фон к левому краю, по оси Y мы хотим ее разместить по центру. То есть ось X первый параметр, ось Y второй параметр. Ось X это по горизонтали, ось Y это по вертикали. По горизонтали мы прижимаем фоновую картинку к левому краю, по вертикали мы выравниваем ее по центру. Как бы здесь мы особой разницы не видим, давайте мы ее картинку уменьшим, например, напишем здесь 200 на 200. Сделаем нашу фоновую картинку, мы увидим, что позиция ее сейчас здесь, то есть по оси X к левому краю прижата, по оси Y по центру, то есть по оси X к левому краю, по оси Y по центру. По оси X мы можем сдвигать либо к левому краю, либо к правому краю, либо по центру. Например, к правому мы пишем right, прижимается фоновая картинка к правому краю, либо центр мы делаем ее по центру. То есть у нас три позиции по оси X, left, центр, right, и по оси Y у нас топ, центр, bottom. То есть мы можем здесь написать топ вместо центра, у нас будет сверху. Либо пишем здесь bottom, у нас будет фотография фоновая снизу. Окей, также мы можем здесь использовать позицию в другом виде. Например, если мы вообще ее уберем, то она у нас, позиция картинки, начинается от левого верхнего угла. То есть по системе координат это точка 0,0. То есть по оси X 0 и по оси Y 0. И мы можем ее сдвигать, начиная от этой точки, при помощи Background Position в пикселях. Например, мы хотим сдвинуть нашу фотографию на 100 пикселей по оси X и на 100 пикселей по оси Y. И мы с вами получаем, что картинка от этой точки начала координат 0,0 перемещается по оси X на 100 сюда и по оси Y на 100 сюда. Если мы делаем отрицательные значения, то мы с вами сдвигаем картинку в обратном направлении. То есть по оси X у нас получится картинка двинется влево, по оси Y вверх. То есть мы увидим только часть картинки. Таким образом мы можем регулировать положение картинки и ее размер. И повтор, ну и в общем-то, я надеюсь, вам было понятен смысл всего этого, то, что мы с вами сейчас сделали. Окей, хорошо, давайте мы с вами background size напишем cover, чтобы картинка занимала всю ширину нашего блока гармонично, пропорционально, и здесь мы напишем позицию центр. Получается у нас такой блок с такой картинкой. Мы можем уменьшить размер, например, сделать ее 600 на 300, допустим, и у нас картинка будет красиво заполнять данный блок. Давайте поменяем цвет текста, чтобы его было лучше видно. Для элемента postText мы можем прописать цвет для текста color и написать его белым. Он применится ко всем абзацам, которые находятся в этом блоке. И, например, мы хотим поменять цвет заголовка тоже на какой-нибудь другой, например, на желтый. Выберем здесь желтый, который будет смотреться лучше на этом фоне. Выбираем, сохраняем, смотрим. Ну вот у нас виден заголовок, у нас виден текст, у нас есть на фоне картинка. Теперь, что касается повторов, давайте я вам покажу еще один пример. У меня еще есть одна картинка. Вот такая вот картинка, давайте я вам покажу ее. Она квадратная и она может повторяться по всем осям и создавать такой большой фон. Давайте я вам покажу на примере. Мы пропишем с вами для Tag Body Background Image и пропишем здесь путь к данной картинке.
Выходим из папки CSS, заходим в папку img и выбираем данную картинку с названием pattern.png. Так, pattern.png. У нас вставляется на фон для нашего тега body картинки, и она повторяется по всем осям, по оси X и по оси Y по умолчанию. Давайте мы сначала уберем данный повтор при помощи свойства background. Так, background repeat. И напишем no repeat. И мы увидим, что у нас картинка, в принципе, она квадратная и вот таких размеров. Но поскольку эта картинка может повторяться по осям X и по осям Y, и будет создавать такой целостный фон, мы здесь можем использовать эти повторы, чтобы сделать красивый фон, который повторяется по всем осям и может быть любых размеров. Например, repeat Y. Мы видим, фон теперь повторяется по оси X, вот, то есть по оси Y, и если мы делаем зум страницы меньше, то мы видим, он все время повторяется и создает такой эффект целостного фона, как будто бы это большая одна картинка, но на самом деле это маленькая картинка, которая повторяется по оси Y. Если мы хотим сделать повтор по оси X, пишем здесь ось X. Повторяем только по оси X. Если мы хотим повторять по всем осям, пишем просто repeat, и у нас картинка повторяется по всем осям. Но background repeat мы можем не указывать, поскольку по умолчанию background repeat стоит в значении repeat, то есть повторять по всем осям. Поэтому мы можем так и оставить, и наш фон будет повторяться по всем осям, по оси X и по оси Y. Мы можем поменять размеры нашей картинки, то есть у нас картинка изначально, она в принципе была довольно-таки большая, данная картинка. Мы можем ее уменьшить при помощи background size, то есть она сейчас у нас 400 на 400. Мы можем ее сделать меньше, чтобы наш такое типа звездное небо, так скажем, зеленые звезды, были как бы почаще. Мы пишем с вами background size и выбираем здесь 200 на 200. Уменьшаем нашу картинку, она становится меньше, и наши звезды становятся как будто бы чаще. Можем сделать 100 на 100 и будет еще чаще. Вот как-то так. Надеюсь, с этим всем понятно. То есть здесь нужно просто поиграться со значениями, чтобы это все лучше запомнилось. Давайте мы сделаем 200 на 200, вернем, пускай будет так. У нас получается вот у тега body есть фон, который повторяется по двум осям. Также у нас есть блок пост, в котором есть заголовок текст, и на фоне этого всего красивая картинка, которая занимает пространство всего нашего блока по ширине и по высоте пропорционально. Ну что ж, как-то так, надеюсь, вам было понятно. Если что-то непонятно, пересмотрите урок еще раз и, конечно же, закрепляйте все на практике. Ну что ж, на этом все. В следующем видео мы с вами продолжим. В этом видео мы с вами продолжим тему фонов для блоков, и давайте мы с вами разберем, как еще можно задавать фон для элементов. Сейчас мы с вами прописываем фон в виде вот таких вот записей: background color, background image, background size. То есть мы используем каждое свойство отдельно: background repeat, background position и так далее. Но мы можем это все объединить, чтобы делать запись короче. То есть у нас есть сейчас для нашего блока post фоновая картинка, также есть фоновый цвет. Мы задаем background repeat, background size и так далее. Мы это можем все объединить при помощи свойства background. Background. И здесь мы записываем все наши свойства по отдельности, используя только одно свойство. Например, мы можем задать цвет, потом мы можем с вами определить фоновую картинку, потом мы указываем ее повтор, no repeat, ее позицию, центр, и также можно указывать background size через /cover, но такая запись пока что не везде работает, не во всех браузерах она новая, поэтому не все браузеры ее поддерживают, поэтому background size мы будем определять отдельно. Поэтому мы давайте вот сделаем background size cover после определения бэкграунда, вот здесь вот, и это все мы удалим, и мы с вами увидим такую же самую картину. То есть у нас ничего не поменяется, но мы с вами использовали сокращенную запись background, которая включает в себя все эти свойства: цвет, путь картинки, повтор картинки и позицию картинки. И также background size у нас уже идет отдельно. Как мы видим, такая запись короче, и в принципе она удобно читается. Но также здесь можем, например, не использовать фоновый цвет, можем его убрать. И мы, например, можем убрать позицию центр, потому что по умолчанию у нас будет левый верхний угол. Давайте центр оставим. То есть центр мы оставляем. Если вам нужно, чтобы картинка начиналась с левого верхнего угла, то вы можете также не указывать background position.
но если вам нужно задать позицию, вы можете ее указывать здесь. Также, если вам не нужно задавать, например, noRepeat, то есть если вам нужно, чтобы картинка повторялась, мы можем этот параметр опустить. То есть, например, мы с вами работали с тегом body, и здесь мы тоже можем использовать сокращенную запись, background, задать фоновый цвет и задать просто картинку. Здесь нам позиция не нужна, пускай у нас картинка начинается с левого верхнего угла, и repeat у нас по умолчанию повторяется по всем осям, поэтому мы можем это опустить. И background size указываем уже после определения бэкграунда. Это мы все удаляем, и у нас остается такая запись короткая. И мы видим, у нас фон на фоне нашего body тега остался такой же. То есть таким образом мы можем сокращать нашу запись. И еще давайте мы с вами поговорим про градиенты. Мы также при помощи background image можем задавать градиенты для элементов. Давайте мы с вами сделаем еще один блок с классом градиент. Сделаем div с классом градиент. И давайте мы с ним поработаем. Перейдем в CSS, застилизуем данный класс где-нибудь в самом низу. Оставим здесь комментарий, чтобы нам было ориентироваться легче в нашем файле градиент. И здесь мы с вами застилизуем наш класс градиент. Давайте мы ему зададим ширину, например, такую же, как у блока post 600 пикселей. И высоту, например, 300. Давайте посмотрим сейчас. У нас мы ничего не видим, потому что блок пустой. Если мы ему пропишем background color какой-нибудь, background color, мы также можем, например, использовать свойство background и использовать только здесь цвет. Но тогда мы, в принципе, если у нас где-то была определена картинка, то она перезапишется. То есть, если мы выше напишем background image и здесь укажем путь картинки, например, тот же самый BG-JPEG будем использовать, да, вот здесь. Давайте мы пока background удалим, у нас картинка на фоне этого блока появится. Но если мы ниже переопределим свойство background, которое включает в себя все эти свойства, то мы, конечно же, перезапишем картинку, у нас картинки не будет. То есть у нас останется только белый фоновый цвет. Поэтому, если вам нужно по отдельности задавать какие-то свойства, пишите их уже после свойства background, которое включает в себя все свойства, чтобы не перезаписывать. Окей, давайте мы с вами разберем, как мы можем с вами задать фоновый градиент. Используем свойство background image, и здесь есть такая возможность при помощи функции linear gradient. Linear gradient, и здесь мы указываем, с какого цвета мы хотим делать градиент. Например, мы хотим сделать градиент начиная с белого цвета и заканчивая каким-нибудь серым цветом, CCC. Давайте посмотрим. У нас получается вот такой градиент, он сейчас не очень виден. Давайте мы серый цвет поменяем на черный цвет какой-нибудь. И мы видим, у нас такой плавный фоновый градиент, линейный градиент сверху вниз. Мы можем позицию градиента менять, то есть он сейчас начинается по умолчанию сверху и идет вниз. То есть первый цвет белый и перемещается к черному. Как мы можем менять с вами позицию нашего градиента? Перед тем, как мы определяем с вами цвета градиента, мы указываем его направление. Можем указывать направление при помощи ключевых слов. Например, to bottom. То есть значит, что фон градиентом будет идти вниз. To bottom. Вниз. То есть то же самое, что по умолчанию. Мы можем указать здесь to top. Теперь наш фоновый градиент будет идти снизу вверх. To top. Начинаем с белого, заканчиваем черным. Можем написать to right, слева направо. И можем написать to left, справа налево. Также мы можем здесь указывать позицию нашего градиента в градусах. То есть у нас есть градусы 360 градусов, и мы здесь можем указывать, например, там 45 градусов, 45 дек. И наш градиент будет идти вот в таком виде. То есть он начинается отсюда и под углом 45 градусов идет вверх. Также можем указывать отрицательные значения, например, минус 45 градусов, и градиент будет идти в другую сторону. То есть начиная с этого края будет идти вверх. Здесь мы можем использовать от минус 360 градусов до 360 градусов. Как-то так. Вот таким образом мы можем с вами работать с градиентом. Здесь мы можем указывать много разных цветов, то есть не обязательно здесь указывать 2 цвета, вы можете указать здесь 3 цвета. Например, мы еще укажем последний цвет тоже белый. У нас получится, что у нас будет фон идти с белого к черному, от черного к белому. Получается такой градиент. Также мы можем указывать
здесь до какой позиции должен идти каждый цвет. Например, мы хотим, чтобы белый цвет шел до 40% нашего блока, потом до, например, 80% шел черный цвет, и оставшееся опять было под белый цвет. Получается как-то так. Мы также можем сделать, например, такой градиент. Например, мы возьмем белый цвет до 50% блока. Давайте мы его сделаем сверху вниз, to bottom. Сверху вниз. Белый цвет будет идти до 50% блока. Потом у нас будет черный, начиная от 50 сразу. Потом будет идти черный до конца. Давайте попробуем так сделать. Посмотрим. У нас получается вот такой вот градиент. То есть у нас половина нашего блока белая, вторая половина нашего блока черная. То есть мы делаем белый цвет до 50, и сразу же начинается черный цвет с позиции 50%. Если мы поменяем, например, to right, то мы увидим, что у нас теперь будет вот такой градиент. Так скажем, горизонтальный. To left у нас будет в другую сторону градиент. И так далее. Мы можем, например, сделать с белого, например, до 20%. Потом у нас начинается черный до, например, 40%. Опять же указываем здесь черный до 40%. Потом, например, опять белый от 40%. Потом опять черный от 40% тоже. Нет, давайте сделаем так, до 60%. И посмотрим, что получается сейчас. Так, сейчас у нас ничего не получилось, потому что я вот здесь запятую поставил не в том месте. Так, давайте посмотрим. У нас получаются вот такие полоски. И мы можем вплоть до самого конца делать такой вот градиент. Опять же 60%. Потом, например, FFF 80%. Потом черный опять 80%. И у нас получится такой вот интересный градиент в полосочку. Ну и заканчиваем тут уже опять FFF. Так, FFF. Так, я уже запутался. Ну, здесь такая конструкция, что можно запутаться. Так, белый до 20, потом черный от 20 до 40. Потом белый от 40 до 60. Так, ну вот, я подобрал. То есть у нас получается, начинаем с белого 20%. Он идет на 20% блока белый фон. Потом у нас резко начинается черный фон с этой же позиции 20%. Он идет до позиции 40%. Потом резко начинается белый фон с позиции 40%. Идет до 60%. Потом с позиции 60% начинается черный фон. Он идет до 80%. И на 80% у нас начинается опять белый фон. И у нас получается вот такой вот градиент в виде полосок. То есть здесь можете поиграться по-разному, подбирать разные значения. И еще один вид градиента. Давайте я эту скопирую запись и здесь закомментирую background image градиент. Так, это закомментируем, и мы можем использовать radial градиент. Radial градиент. Так, radial градиент. И здесь мы указываем первый параметр circle, что у нас будет такой круглый градиент, и указываем цвет, например, FFF и цвет черный. Давайте посмотрим. У нас получается вот такой вот градиент. С центра он кругом распространяется по всему нашему элементу. То есть первый цвет у нас белый, центральный, и второй цвет у нас черный, на который мы как бы по кругу доходим со всех сторон. То есть у нас получается градиент вот такого вида. Ну что ж, в принципе, как бы все. Это все, что касается градиентов. Давайте мы данный блок градиент тоже выровняем по центру. Пропишем ему margin. Сверху и снизу по нулям, слева и справа авто. У нас блок выровняется по центру. И мы можем для блока post добавить margin bottom, например, 20 пикселей. Margin bottom 20 пикселей, чтобы отделить наши блоки друг от друга. Поскольку у нас уже записей margin'ов довольно-таки много, мы можем это все сократить при помощи свойства margin. Сверху нам отступ не нужен, слева и справа нам нужен отступ авто, и снизу нам нужен отступ 20 пикселей. Мы также можем указывать свойства margin и padding, используя три значения. Если мы используем три значения, то значит, что у нас лево и право будут одинаковые. То есть первый параметр сверху 0, второй параметр слева и справа авто, третий параметр 20 пикселей снизу. И мы получаем с вами такую же конструкцию. То есть у нас есть блок пост, он по центру страницы.
снизу есть отступ 20 пикселей, чтобы отделить его от блока с градиентом. Ну вот получается как-то так. Ну что ж, на этом все. Увидимся с вами в следующем видео. В этом видео покажу вам пару ресурсов, которые вам пригодятся в процессе обучения, в которых вы сможете подсматривать какие-то значения свойств, атрибутов, тегов и так далее. Первый ресурс — это wetreschools.com, англоязычный ресурс. Здесь очень много информации по поводу HTML, CSS и других вещей, но нас пока интересует, в принципе, первые два раздела. Если мы перейдем на главную страницу, здесь мы видим Learn HTML, Learn CSS. Если мы перейдем сюда, здесь, в принципе, очень много разделов, вы можете пройтись по ним всем. То есть, например, вы забыли, как делать параграф, переходим от HTML Paragraphs. Здесь описано с примерами, как создаются параграфы. Ну, в принципе, здесь про все есть подробное описание. Но здесь на английском языке, так что если вам данный язык не подходит, то, конечно же, вам нужно что-нибудь на русском. На русском есть такой сайт htmlbase.ru. Данный сайт делал я, и здесь я собрал тоже все HTML-теги, CSS-свойства, все это пополняется, тоже есть примеры и так далее. Например, мы, если перейдем вот в раздел А, то есть ссылка, то мы здесь видим, как ссылка создается, что это такое, описание, пример. Также мы видим сразу поддержку браузеров, видим атрибуты с описанием, видим какие-то примеры и так далее. То есть здесь, в принципе, все это вы можете тоже подсматривать на русском языке. Также есть раздел CSS, где вы можете посмотреть какие-то CSS-свойства, например, background. Если мы перейдем, мы тоже видим описание, мы видим примеры, видим поддержку и видим, какие вы можете использовать значения. То есть здесь все описано на русском языке. Вот, опять же, данный справочник еще пока что в разработке, но вы можете уже им пользоваться. Это все будет дополняться, расширяться и так далее. Поэтому, если вы хотите обучаться на русском языке, с английским у вас тяжело, то используйте справочник на русском языке. Здесь, опять же, очень много всего есть. Поэтому, если вы что-то забыли, то смело заходите на справочник и читайте, закрепляйте знания, потому что это очень важно. Ну что ж, в принципе, на этом все. Я вам показал два ресурса, которые вы можете использовать в своей работе. Вы можете также погуглить, возможно, найдете что-нибудь еще интересное, поэтому, да. Но я вам рекомендую использовать либо английскую версию wetreschools, здесь очень много всего, либо мой сайт htmlbase.ru. Ну что ж, на этом все. Увидимся с вами в следующем видео. В этом видео мы с вами поговорим о том, как называть ваши классы, какие имена стоит присваивать, как их писать, какие имена классов не стоит присваивать и так далее. Давайте с вами разберем несколько примеров, как правильно и как неправильно это делать. Я заметил, что многие начинающие пишут названия классов неправильно. Что я имею в виду? Они очень часто пишут название классов какое-то непонятное, то есть понятное им, но непонятное всем остальным. Вы же должны называть классы так, чтобы понятно было всем. И я рекомендую вам следовать следующим правилам. При написании названия класса задайте себе вопрос, что это за блок. Если название класса отвечает на этот вопрос, то вы класс назвали правильно. Также есть второй проверочный вопрос, что делает данный класс. И если ответ на этот вопрос есть в названии класса, то данный класс назван правильно. Что я имею в виду? Давайте посмотрим пример. У меня есть блок с классом article. Article в переводе с английского это статья, запись, как угодно. То есть, в принципе, смысл понятен. Это какая-то либо новость, либо статья, либо запись блога, например, да. То есть здесь, в принципе, понятно, что это за блок. То есть мы ответили на вопрос, что это за блок. Это статья, запись. Также мы видим класс article title. Мы по названию класса понимаем, что это заголовок записи. Также мы видим класс article text. Мы по названию класса понимаем, что это текст, который относится к записи. То есть здесь все логично. Очень часто начинающие пишут название класса, например, там, допустим, не article, там, а, например, как-нибудь там, допустим, AR сокращают, или там не article title, там ART, допустим, напишут, как-нибудь так. Или как-нибудь потом еще вот так. Текст у них будет ARTT, ну и в принципе непонятно. То есть я вижу название класса AR, и я не понимаю, что это. То есть я читаю CSS, я не понимаю, что это за класс, и в принципе так делать не стоит. То есть ваше название класса должно быть понятно всем, не только вам. И должно отвечать на вопросы, что это за блок, либо что этот, для чего этот класс сделан. Как, например, здесь. То есть есть класс TextRed,
И понятно, что непонятно, что это за блок, то есть просто text red. Но он отвечает на второй вопрос. Что делает данный класс? Он, скорее всего, покрасит текст в красный цвет. То есть ответ на вопрос, что делает данный класс, у нас есть в названии класса, и это правильно. Если бы у нас было бы название класса такое, там tr, то, скорее всего, я бы подумал, что это строка таблицы, но на самом деле автор подразумевал, что это text red, сокращение. То есть такие классы делать не нужно. Старайтесь называть классы понятным языком и используя английский язык. То есть мы ни в коем случае не называем там название класса, например, там, не знаю, новость, либо там запись. Транслитом по-русски мы не пишем, то есть так некрасиво. Поскольку мы создаем сайты, а это такая отрасль международная, все это должно быть на английском языке. Как бы это стандарт, это основа. Английский язык, он должен быть здесь. То есть мы же не пишем там, например, название тегов по-русски. То же самое с названием классов, вы не должны их писать по-русски, там, по-китайски или еще как-то. Стандарт для всего у нас английский язык. Если у вас английским языком плохо, воспользуйтесь Google Translator и переведите фразу, которая вам непонятна. То есть вы, например, не знаете, как назвать блог, вы знаете, как он, в принципе, по-русски звучит, например, там, отзывы. Вы не знаете, как отзывы по-английски. Вы заходите в Google Translator и переводите с русского на английский и называете класс, например, там reviews, либо testimonials и так далее. То есть, если вы привыкнете называть классы по-английски, то, в принципе, как бы это будет очень хорошей практикой, и со временем вы будете запоминать новые английские слова. Ну и, в принципе, очень часто все эти названия классов, английские слова, которые используются в перевёрстке, они повторяются. То есть, там шапка, header, footer, запись, article, sidebar, то есть боковая панелька, там data, date, заголовок, title, ну и так далее. То есть эти все слова, они повторяются очень часто из сайта в сайт, поэтому нужно вот их запоминать, использовать. Если не получается там запомнить слова, то Google Translator используйте, ну и так далее. В общем, мы транслитом не называем наши названия классов, мы придаем им понятное название классов, чтобы они отвечали на вопрос, что это за блок, либо что данный класс делает, за что он отвечает. Не сокращаем названия классов на непонятные, потому что если вы сократите как-то непонятно, как бы это не есть хорошо, но можно делать какие-то понятные сокращения. Например, очень часто можно встретить, что кнопки делают с названием btn. Это уже такое закореневшееся название btn от сокращения от button, то есть button, btn, ну и так далее. То есть есть разные примеры, но в основном как бы я использую почти вот полное название классов, там title, subtitle, intro, header, footer и так далее. Только для кнопок я обычно сокращаю. Также мы не придаем название классов с цифр, то есть мы не делаем с цифрами, мы также не делаем там, например, camel case, так называемый, при названии классов, то есть так мы не пишем. Если вам нужно сделать название класса из двух слов, то мы ставим тире, допустим, да, отделяем так. Camel case, он, в принципе, используется в программировании в JavaScript, да, поэтому здесь мы этого не используем. Мы пишем вот таким вот образом, все с маленькой буквы, и, в принципе, так. Ну что ж, в принципе, наверное, на этом все. Я надеюсь, вы поняли смысл, как нужно называть класс. Делаем это на английском языке, делаем, чтобы это было понятно. Отвечал на вопрос, что это за блок, либо что этот класс делает. Вот, не сокращаем до непонятного названия классов. Если вы можете сократить так, чтобы это было понятно, например, как btn, button, то это нормально. Вот, в принципе, на этом все. И в следующем видео мы с вами продолжим изучать HTML и CSS. В этом видео давайте мы с вами попрактикуемся, сделаем простенькую HTML-страничку, используя знания, которые у нас уже есть на данный момент. Я сделал в папке Lessons папку практики, и давайте в этой папке практики тоже сделайте себе такую папку, в которой вы будете практиковаться на протяжении всего курса. Давайте в этой папке для практики мы с вами сделаем еще одну папку и назовем, например, Simple Page, простая страница. Давайте откроем данную страницу в брекете. Так, и здесь сделаем индексный файл, то есть index.html. Напишем здесь скелет документа, doctype, html, потом открываем тег html, в теге html мы делаем тег head, в теге head мы с вами прописываем кодировку meta charset utf8. Закрываем. Также давайте пропишем атрибут, то есть тег title, в котором напишем простая страница. Так, и после тега head мы с вами делаем тег body, в котором будем писать код.
Так, в принципе, скелет документа мы с вами сделали. Теперь давайте сделаем файлик под названием style.css и подключим данный файл в нашем индексном файле. Подключаем файл при помощи тега link, пишем атрибут rel, выбираем здесь style_sheet и атрибут href, в котором выбираем наш файл style.css. Окей, мы с вами сделали страницу, мы с вами сделали CSS файл, и теперь давайте мы с вами поработаем. Так, давайте мы с вами для начала сделаем контейнер, в котором будет храниться вся наша страница. Сделаем контейнер с классом page, то есть у нас будет div с классом page. Давайте мы пропишем стили для данного класса. Давайте я вот открою вертикальное окошко, здесь сделаю, в котором буду писать CSS. Здесь буду писать HTML, здесь буду писать CSS. Открываем в правой части CSS. И давайте мы с вами для начала застилизуем тег body. Уберем margin по умолчанию, которые есть у этого тега. Пропишем margin 0. А также давайте пропишем сразу font family. Например, Arial, sans serif. Также пропишем размер шрифта по умолчанию font size 15 пикселей. И пропишем цвет текста, color, например, черный какой-нибудь 1.2, 1.2, 1.2. Также давайте сразу зададим межстрочный отступ для всего текста в нашем документе. По умолчанию сделаем межстрочный отступ для всех текстов, например, 1,5. Получается 1,5 от 15, это получается 22,5 пикселя. Так, это мы с вами сделали. Теперь, в принципе, у нас все готово. Давайте мы откроем нашу Simple Page в браузере. Так, вот наша страница, простая страница, все окей. И теперь давайте застилизуем тег page. Пишем, что мы стилизуем тег page. И, например, мы здесь зададим ему сначала ширину данному блоку, например, 800 пикселей. 800 пикселей и сразу выровняем его по центру страницы. Для этого мы с вами используем margin. Сверху и снизу давайте сделаем по 20, чтобы было сверху и снизу небольшой отступ. И слева и справа сделаем авто, чтобы выровнять данный блок по центру страницы. Так, давайте посмотрим. В принципе, ничего не видим, потому что наш блок page сейчас пустой. Давайте в этом блоке page мы сделаем с вами еще один новый блок. То есть еще один div с классом, например, header. Это будет шапка нашего сайта. И, например, в шапке сайта мы с вами сделаем заголовок h1 с классом, например, header title. То есть заголовок нашей страницы. И, например, здесь напишем «Мой первый сайт». Также давайте сделаем подзаголовок какой-нибудь, например, при помощи тега, допустим, h2. И здесь напишем, например, «Добро пожаловать». «Добро пожаловать». «Добро пожаловать». И для данного тега мы пропишем с вами класс header subtitle, подзаголовок. Так, давайте посмотрим. У нас теперь есть заголовок и подзаголовок у нашей страницы. Давайте мы пропишем для тега header в стиле. Пишем, что мы работаем с классом header. Давайте пропишем ему размеры. Например, пропишем padding, внутренний отступ 20 пикселей со всех сторон. Давайте посмотрим. У нас появляется вот padding. Давайте откроем инспектор элемент, чтобы это все мы могли с вами видеть. То есть вот наш page 800 пикселей в ширину. Давайте я еще больше сделаю, чтобы он полностью помещался. И вот наша шапка с пэддингом 20 пикселей. Давайте добавим для хедера какой-нибудь цвет фона. Например, пропишем background color. Ну, допустим, пропишем 1.2, 1.2, 1.2, такой же, как у текста. Так, теперь давайте мы застилизуем наши заголовки. У нас есть header title. Давайте мы пропишем для него стили. Поскольку у любого заголовка есть margin сверху и снизу, давайте мы margin пока что уберем, пропишем margin 0. Margin 0, и для заголовка мы пропишем font size, ну, допустим, не знаю, 24 пикселя, допустим. И цвет текста мы пропишем, например, белый. Потому что у нас фон нашей шапки черный, пропишем цвет текста для заголовка белый. Давайте посмотрим. У нас появляется вот заголовок «Мой первый сайт». Давайте мы его выровняем по центру. Для этого мы пропишем с вами текст align center, чтобы выровнять данный заголовок по центру нашего блока. То же самое, в принципе, делаем с подзаголовком, только давайте мы уменьшим размер шрифта. Скопируем данный селектор весь, вставим его ниже, поменяем здесь название селектора, header subtitle, margin 0, font size давайте сделаем, например, 16, текст align center оставим и, в принципе, получаем с вами вот под заголовок.
Можем ему поменять немножко цвет, чтобы он был немножко другим цветом. Например, выберем здесь какой-нибудь синий, светло-синий цвет. Ну, допустим, такой. Так, сохраняем. Давайте посмотрим. У нас получается вот такой вот подзаголовок. Можем сделать его чуть светлее. Давайте подберем здесь какой-нибудь цвет посветлее. Ну, примерно вот так вот. Скопируем данный код цвета и вставим его сюда. Также давайте мы, например, сделаем подзаголовок, чтобы он не был полужирным. Мы сделаем его обычным. То есть пропишем font weight normal. Font weight normal либо 400. Давайте посмотрим. И вот наш подзаголовок с заголовком вместе в шапке сайта. Отлично, это мы с вами сделали шапку сайта. Теперь давайте мы, например, после нашей шапки сделаем навигацию. Для этого мы с вами сделаем еще один новый div с классом nav. Навигация, и в навигации у нас будут ссылки. Тег A с атрибутом href. И, например, у вас будет несколько страниц на вашем сайте, и здесь мы прописываем ссылки на эти страницы. Например, это будет ссылка на главная. Потом давайте мы с вами скопируем. Данная ссылка будет, например, на новости, на страницу новостей. Потом у нас будет ссылка на какие-нибудь видео на вашем сайте, видео. И, допустим, видео о вас, например, об авторе. Также давайте пропишем классы для наших ссылок. Давайте мы им зададим класс, например, nav-link, ссылка наша навигация. И здесь пропишем для каждой ссылки данный класс. У нас есть теперь шапка, у нас есть навигация. Давайте посмотрим, у нас появляется вот такая навигация. Давайте мы данные ссылки, они по умолчанию строковые, строчные элементы, давайте мы их сделаем inline блок, чтобы они имели свойства блочных, но в то же время они шли в строку. Давайте мы здесь добавим комментарии в CSS, чтобы нам было проще ориентироваться в самом файле и не было все в одну кучу. Добавляем здесь комментарии, что это у нас стили для шапки. Потом здесь добавим комментарий, что здесь у нас будут стили для навигации. И давайте мы напишем, что nav-линки наши будут inline блочные элементы. Display inline block. Пишем display inline block. Поскольку теперь у нас ссылки inline блочные, давайте посмотрим. В принципе, ничего не поменялось, но если мы... потому что не сохранил. Но если мы сейчас добавим пэддинга, мы с вами сможем добавить пэддинг сверху и снизу, чтобы наши ссылки были такие побольше. Давайте я вам покажу. Пропишем здесь пэддинги для ссылок, например, сверху и снизу по 8 пикселей. И, например, слева и справа по 12 пикселей. И теперь размер ссылок стал больше, то есть зона клика по ссылке стала больше. Теперь давайте, например, уберем снизу подчеркивание у ссылки, которое по умолчанию мы видим, да, при помощи text decoration underline. Мы убираем подчеркивание. Давайте посмотрим. Подчеркивание у нас не пропало. Почему? Давайте посмотрим. Давайте разбираться. Так, nav-link, text потому что я прописал underline, а нужно было прописать, мы же хотим убрать, поэтому прописываем none. Text decoration none. Окей. Теперь у нас подчеркивания нету. Давайте мы также наши ссылки в навигации выровняем по центру. Для этого мы пропишем для нашего тега nav text align center, чтобы выровнять элементы нашей ссылки по центру, поскольку ссылки inline блочные, они выравниваются при помощи text align center, точно так же, как строчные элементы, и мы можем использовать text align center, чтобы выровнять наши ссылки в навигации по центру. Давайте поменяем цвет у наших ссылок, например, пропишем, так, я Photoshop запустил зачем-то, окей. Давайте пропишем другой цвет, пропишем, например, color, ну, допустим, опять же, возьмем черный 1.2, 1.2, 1.2. Возьмем черный цвет, появляются вот такие вот наши ссылочки. Теперь давайте при наводе мы добавим какой-нибудь эффект, чтобы понимать, что мы наводим на ссылку и что на нее можно нажать. Для этого мы с вами пропишем, используя псевдокласс hover, пропишем с вами background color другой. Возьмем background color и, например, будем использовать какой-нибудь светло-серый цвет. Давайте посмотрим, мы наводим на ссылки, мы видим теперь у нас цвет ссылки меняется, и мы понимаем, что в принципе это ссылки, и мы можем на них кликнуть, нажать. Окей, в принципе навигация у нас готова. Теперь давайте вставим какую-нибудь картинку. Я подготовил картинки. Давайте мы в нашей папке Simple Page сделаем новую папку с названием img картинки, и здесь мы с вами будем хранить изображение, которое будем использовать на сайте. Давайте вот добавим такую картинку.
вот такую вот картинку. В принципе, давайте покажу. Вот такая картинка. И давайте мы ее вставим сразу после нашей навигации. Так, давайте вот здесь вставим картинку, используем тег image для вставки изображений, прописываем атрибут src, в котором указываем путь к нашему файлу, который хотим вставить, папка image, файл InterJPEG. И также не забываем указать атрибут alt и оставим его пустым. Давайте посмотрим, у нас появляется вот такая картинка после навигации. Отлично, это мы с вами сделали, теперь давайте мы пропишем для body какой-нибудь тоже фон. У меня также есть картинка, давайте я ее перенесу сюда. Это будет такая текстура, которая будет повторяться по всем осям. То есть мы видим, у нас картинка вот такая, квадратная, небольших размеров, и мы ее будем использовать для фона нашего тега body. Давайте перейдем вверх и пропишем здесь background, свойство background, пропишем URL и пропишем, что мы хотим использовать из папки image, картинку под названием bg.png. И в принципе все. То есть нам нужно, чтобы она повторялась по оси X и Y. По умолчанию картинка повторяется по двум осям. И в принципе расположение ее изначально нам не важно, где она будет. В принципе по умолчанию слева сверху нас устраивает. Давайте посмотрим. У нас появляется вот на фоне такая картинка, которая повторяется по всем осям. Также у нас данный фон мы видим под нашей навигацией, поскольку у нас у тега page никакого фона нету. Давайте мы для тега page пропишем какой-нибудь фон. Например, пропишем background color. Например, белый возьмем. Возьмем белый цвет, и у нас у всего тега page будет фон белый, и поэтому элементы, которые находятся в нем, тоже имеют цвет фона белый. Окей, это мы с вами сделали. Теперь давайте сделаем еще какой-нибудь новый блок. Например, после данного баннера, после этой картинки мы хотим с вами добавить информацию о вас, какую-нибудь краткую информацию. И, допустим, у нас здесь уже будет идти контент нашего сайта. Давайте мы с вами сделаем новый div с классом content. То есть здесь у нас будет содержимое нашего сайта. Здесь мы с вами добавим заголовок, например, h3, и давайте мы ему придадим класс content title. То есть это будет заголовок наших блоков в контенте. И здесь мы напишем, например, обо мне. Обо мне, либо об авторе. Как-нибудь так. Давайте посмотрим. У нас появляется вот такой вот блок об авторе. Окей, и у нас все начинается как бы с самых краев нашего блока. Поэтому давайте мы добавим для контента внутренний отступ. Давайте мы переместимся ниже и напишем, что мы здесь работаем с блоком контент. Так, контент, вот так вот. И для класса контент мы пропишем с вами padding 20 пикселей со всех сторон. Давайте посмотрим. Теперь мы видим, наш контент не прилипает к краям нашего блока. Окей, теперь давайте застилизуем content title. Копируем название класса и давайте мы напишем для него стили. Например, мы хотим сделать размер шрифта побольше, например, 24 пикселя. Давайте посмотрим. Размер заголовка стал больше. И теперь давайте уберем margin. Пропишем margin 0 у заголовка. Давайте посмотрим. Вот, в принципе, теперь окей. Также можем прописать какой-нибудь цвет. Например, пропишем color. Давайте выберем какой-нибудь красный, допустим, цвет. Давайте посмотрим. У нас теперь заголовок красный. Теперь, например, после заголовка у нас будет идти какой-нибудь текст, в котором вы будете писать информацию о вас. Давайте мы с вами сделаем еще один div, который назовем, в принципе, content текст. Content текст, и здесь у нас будут идти заголовки. Ой, то есть не заголовки, а абзацы. И в абзацах у нас будет текст какой-то идти. И чтобы сильно не париться, я пока вставлю таким образом текст. Вот, чтобы не копировать его ниоткуда, просто вставлю вот таким вот образом текст, потом вы узнаете, как это делается. Так, окей, хорошо, у нас теперь есть заголовок, у нас есть какой-то текст. Отлично, в принципе, все красиво смотрится. И можем в конце нашего текста добавить ссылку, опять же, читать полностью. То есть это краткая запись о вас, то есть какой-нибудь один абзац. Читать полностью будет ссылка на страницу About, допустим, да? И вот у нас появляется ссылка. Мы также можем здесь придать этой ссылке какой-нибудь класс, например, прописав класс content link, либо, например, readmo, назовем эту ссылку readmo, читать больше, да, readmo.
И давайте мы эту ссылку как-нибудь тоже застилизуем. Например, поменяем ей цвет. Поменяем цвет на какой-нибудь светло-синий. Возьмем такой цвет. Уберем снизу подчеркивание text decoration, пропишем none. И давайте при наводе мы будем показывать данный text decoration. То есть при наводе псевдокласс hover мы будем с вами подчеркивать нашу ссылку снизу text decoration underline. Давайте посмотрим, что получилось. И у нас получилось вот что. То есть текст, то есть заголовок об авторе, есть какой-то текст. Потом у нас есть ссылка «Читать полностью», мы на нее наводим, у нас появляется подчеркивание, что в принципе символизирует нажатие на данную ссылку. Окей, мы с вами в принципе сделали новый блок. Теперь давайте сделаем еще один блок, который назовем, например, новости. То есть вы хотите вывести новости на вашем сайте. Для этого мы с вами скопируем наш заголовок Content Title и здесь уже напишем не об авторе, а напишем, например, новости. У нас будут какие-то новости на сайте. Появляется вот блок новости. Давайте мы отделим данный блок от данного блока. Для этого мы с вами добавим для блока Content Text какой-нибудь отступ снизу. То есть просто пропишем для селектора Content Text Margin Bottom, например, 20 пикселей, чтобы отделить наш текст от заголовка. Получается теперь так. Отлично, теперь нам осталось сделать новости. А новости у нас будут, например, следующего типа. У нас будет блок, например, News, либо, например, у нас сразу будут записи, Article, запись. У данной записи у нас будет заголовок. Например, давайте будем использовать H4 тег. Заголовок новости. Здесь у нас будет заголовок новости. Заголовок новости, и, допустим, у нас еще будет какая-нибудь дата публикации данной новости. То есть мы сделаем с вами div, в котором будем писать дату публикации. Например, какая-нибудь здесь дата. Потом у нас будет еще один блок div, в котором мы будем размещать краткий текст новости. Например, у нас будет один абзац, например, 2 абзаца будет текста здесь. Вот, ну и в конце давайте мы с вами добавим опять же ссылку. Добавим ссылку, в которой будем писать, читать полностью. Можем также, в принципе, полностью ссылку скопировать. Read more с классом уже у нас стилизация есть, поэтому используем данную ссылку с этим классом. Давайте посмотрим, у нас получается вот такая вот новость. То есть заголовок новости, есть дата публикации новости, есть какой-то текст, краткие новости и ссылка на читать полностью. Давайте мы с вами застилизуем нашу запись, добавим для заголовка класс, например, article title, потом для даты добавим класс article date, и, например, для текста мы добавим с вами класс article text. И вот, в принципе, у нас почти уже все готово. Давайте мы article title как-нибудь застилизуем. Так, здесь сделаем новый блок article, и поработаем здесь уже со стилизацией наших статей. Пишем стили для article title, например, font size сделаем 18 пикселей, например, color опять же сделаем какой-нибудь, допустим, синий, темно-синий возьмем, например, такой. Давайте посмотрим. Мы видим, заголовок стал больше и текст тоже поменялся, то есть цвет текста. Давайте мы уберем марджины у этого заголовка, пропишем margin 0 и добавим margin снизу. То есть у нас со всех сторон будет по нулям, снизу у нас будет 15 пикселей, допустим, чтобы отделить наш заголовок от даты. А также, поскольку у данного заголовка тоже убраны margin, у нас прилипают наши новости, прилипают к нашему заголовку. Чтобы этого не было, давайте мы для content title добавим margin снизу. Здесь у нас нету такого эффекта, потому что у нас у тегов P по умолчанию отступы сверху и снизу. Давайте мы с вами просто пропишем для content title тоже отступ снизу равный 15 пикселям. То есть пропишем с вами такую конструкцию. Давайте посмотрим, и в принципе у нас теперь все хорошо. То есть между заголовком и новостями у нас нету. То есть есть пространство, и теперь у нас не прилипает все друг к другу. Так, и давайте мы для нашего блока article title сделаем меньше отступ снизу, добавим, например, 5 пикселей вместо 15. То есть, чтобы наша дата была чуть поближе к нашему заголовку. Давайте мы застилизуем нашу дату, article date, класс, и напишем здесь, например, color какой-нибудь серый,
CCC, и, например, размер шрифта сделаем меньше, сделаем 12 пикселей. Давайте посмотрим. У нас получается вот такая дата. Можем сделать ее чуть потемнее, чтобы было ее получше немножко видно. Например, выберем серый, ну какой-нибудь такой. А4, А4, А4. Давайте мы это используем здесь, и в принципе у нас почти все готово. В принципе, текст нормально смотрится, можем его даже не стилизовать. Ссылка у нас есть. Теперь давайте мы продублируем нашу запись, скопируем полностью блок article и вставим ниже, потому что у нас может быть много записей, много статей на нашем сайте. Давайте посмотрим. И вот наши статьи теперь идут друг за другом. Но, как мы видим, они тоже прилипают друг к другу, поэтому мы должны с вами добавить отступ между ними. Для этого для тега article, для класса article мы с вами пропишем margin bottom. Пропишем margin bottom, например, 15, ну либо 20 пикселей. Давайте посмотрим. У нас получается, вот есть теперь отступ между статьями. Также мы можем отделить наши статьи, например, границей пропишем для артикла border bottom. Снизу границу сделаем небольшую, 1 пиксель, сплошную, например, серую. Давайте посмотрим. У нас получается вот такая есть полоска. Но чтобы данная полоска не прилипала к ссылке читать полностью, мы с вами добавим также для тега article, для класса article padding bottom, чтобы был внутренний отступ у этого элемента. У нас есть margin bottom, давайте добавим padding bottom 20 пикселей. И теперь у нашего элемента есть также внутренний отступ 20 пикселей, как мы видим по схеме. Потом идет граница, и после нее идет уже margin bottom. То есть у нас получается внутренний отступ вот до линии, и после линии margin bottom внешний отступ. У нас получаются вот такие блоки с новостями. Также обычно заголовок новости тоже делаются ссылкой, потому что удобно нажимать на заголовок новости, то есть люди обычно кликают там на новости на сайте, либо на ссылку читать полностью, либо на заголовок новости. Поэтому давайте мы тоже сделаем ссылку в нашем заголовке. У нас есть заголовок H4, и давайте мы в этот H4 заголовок мы с вами добавим здесь ссылку. Добавим ссылку href, которая будет являться ссылкой на эту новость. Давайте мы скопируем ссылку и вставим ее также во второй новости. Давайте посмотрим. У нас теперь мы видим, цвет текста поменялся, потому что у ссылок по умолчанию есть такое оформление, такой синий цвет и снизу подчеркивание. Давайте мы с вами пропишем, что мы хотим стилизовать ссылки, которые находятся в блоке article title. То есть у нас есть article title и у нее внутри есть ссылка. Стилизуем ссылку, которая находится в article title, и мы хотим, чтобы цвет ссылки был такой же, как цвет самого заголовка. Для этого мы с вами можем использовать ключевое слово inherit, что значит наследовать значение цвета у родителя. То есть у нашей ссылки родитель article title, у него цвет текста черный, вот такой, то есть не черный, а темно-синий, и ссылка будет наследовать это значение у его родителя. То есть у ссылки есть родитель article title, и inherit значит, что наследует цвет текста у родителя. Теперь давайте посмотрим. У нас цвет ссылки поменялся. Давайте мы также у ссылки уберем text decoration по умолчанию, пропишем text decoration none, и при наводе мы будем его показывать. То есть при наводе на ссылку псевдокласс hover мы с вами будем подчеркивать нашу ссылку снизу text decoration underline. Так, давайте посмотрим. У нас получается вот такая картина, то есть вот такой эффект. Окей, и в принципе нам осталось сделать какой-нибудь футер. Давайте мы опустимся ниже. Вот у нас закрывается div. Давайте посмотрим, какой div content. И после div content мы с вами сделаем еще один div с классом footer, подвал сайта. И здесь, например, напишем сделано мной, допустим, да. Ну, то есть здесь какой-нибудь текст напишите сами, там, например, copyright, все права защищены и так далее. То есть здесь можете все что угодно написать. Давайте мы застилизуем наш footer, сделаем новый раздел в CSS с названием footer и застилизуем наш footer. Добавим пэддинга сверху и снизу, слева и справа по 20 пикселей. Покрасим в черный цвет background color, например, сделаем такой же, как у шапки 1.2, 1.2, 1.2. Давайте посмотрим, у нас появляется вот такой подвал. Давайте мы сделаем текст, цвет текста белый, FFF, и выровняем текст в этом блоке по центру. Текст align center. Давайте посмотрим, что у нас получилось. У нас получился вот такой вот подвал. В принципе, мы с вами сделали простенькую страничку.
используя те знания, которые у нас сейчас есть. То есть мы, в принципе, здесь попрактиковали все, что мы с вами проходили ранее. Как вы видите, в принципе, не очень сложно. Здесь главная практика. Чем больше вы будете практиковаться, тем лучше будете запоминать каждое свойство, как оно работает и так далее, где его применять. Как вы видите, мы здесь не так много свойств использовали, но, в принципе, их хватает уже, чтобы сделать простенькую HTML-страничку. Как мы видим, в принципе, мы что с вами использовали? Font size, color, margin, padding, background, font family. Один раз border использовали, text align. Ну и, в принципе, по большому счету почти все. Text decoration и display inline block один раз. И, в принципе, как бы на этих свойствах мы с вами уже сделали целую страницу. Простенькую, но уже, в принципе, страницу мы с вами сделали. Для первого результата, я думаю, в принципе, вполне неплохо. Ну что ж, вот таким вот образом делаются страницы. Надеюсь, вам видео понравилось, и в следующем видео мы с вами продолжим, так что увидимся. В этом видео мы с вами познакомимся с формами, вы с ними сталкиваетесь каждый день, когда вы работаете в интернете, то есть вы куда-нибудь заходите на какой-нибудь сайт, пишете логин, пароль для входа, это форма. Вы заходите в Google, там есть строка поиска, это форма с полем для ввода текста для поиска и так далее. То есть форм очень много вы встречаете в своей жизни, работая в интернете или просто находясь в интернете, в том же YouTube есть строка поиска, это является формой, и там есть поле, куда вы можете вводить поисковую фразу. И сейчас мы давайте с вами познакомимся, как делать такие формы. Давайте мы с вами сделаем новый файл, который мы назовем form.html. И давайте мы здесь опять же сделаем скелет документа, скопируем то, что у нас было. Так, закроем body, закроем HTML и здесь напишем работа с формами. Работа с формами. Окей. Давайте мы с вами сделаем также заголовок h1. Напишем здесь формы, либо просто форма. Придадим ему класс title, который у нас уже есть. И давайте мы откроем нашу страницу в браузере form.html. Мы видим, у нас есть наша форма. Давайте мы сделаем с вами какой-нибудь контейнер, в котором мы как раз-таки будем создавать нашу форму. Давайте мы с вами сделаем какой-нибудь контейнер div с классом form. Здесь мы будем с вами делать нашу форму. Давайте мы применим некоторые стили для нашей формы, чтобы нам визуально это все было понятно. Так, здесь мы пишем комментарий, опять же в CSS пишем, что мы работаем с формами. И пишем, что мы стилизуем элемент с классом form. Давайте мы этому элементу зададим какую-нибудь ширину, например, 500 пикселей. И сделаем padding со всех сторон по 20 пикселей. Также давайте мы выровняем наш блок по центру страницы. Пропишем сверху и снизу по нулям. И слева и справа авто, либо можем просто написать авто. Тогда мы выровняем просто по центру страницы наш блок. Сверху и снизу у нас не будет никаких отступов. Так, и давайте мы пропишем какой-нибудь фоновый цвет, background color и какой-нибудь белый цвет. Так, окей, у нас блок готов. Давайте мы здесь напишем что-нибудь в этом блоке. Например, давайте перенесем сюда заголовок в этот блок наш. Сделаем так. У нас есть форма, в ней есть заголовок. Давайте посмотрим, что получилось. Вот у нас есть такой блок белого цвета. В центре есть заголовок форма. И давайте мы с вами сделаем форму. Формы создаются следующим образом. Мы пишем тег form для создания формы. В принципе, мы уже с вами форму сделали. Здесь есть параметры action, который, в принципе, сейчас вам не интересен. Он больше нужен для программистов, которые уже будут программировать логику работы формы, то есть отправку данных формы и так далее. Здесь мы просто можем указать слэш. И также метод, атрибут. Здесь выбираем либо get, либо post. Опять же, это больше для программистов. Но эти два атрибута лучше указывать сразу, потому что это является валидной версткой. Что такое валидная верстка, мы, конечно же, с вами потом еще об этом поговорим. Поэтому мы делаем с вами форму, пишем атрибут action. Можем здесь оставить либо пустоту, либо поставить просто слэш. Программисты потом сами здесь поставят то, что им нужно.
И метод, опять же, нужен для программистов. Они сами выберут, какой метод отправки данных им нужно использовать. Нас же интересует уже визуальная составляющая формы, то есть поля для ввода и так далее. Чтобы сделать нам поле для ввода данных, мы с вами используем тег input. Тег input, и, в принципе, давайте мы посмотрим, что у нас получилось. У нас появляется вот такое вот поле для ввода данных. То есть мы нажимаем на него, и мы можем вводить сюда какие-то символы, текст и так далее. То есть здесь все, что угодно вы можете вводить. Также у полей есть атрибут type, который обязательный, и здесь нужно указать тип вашего поля для ввода. Если, например, вы вводите, у вас поле для ввода имени, там фамилии, то мы используем тип текст. То есть мы вводим просто текст какой-то обычный, и мы используем тип текст. Также у инпутов есть атрибут name. Опять же, вы его указываете, но он больше нужен для программистов. Вы можете задать какое-нибудь здесь имя. Например, мы будем здесь вводить имя человека. Напишем ему имя name, то есть имя name. Окей, это мы с вами сделали. И теперь, чтобы нам показать, что мы должны вводить сюда, мы должны с вами здесь указать атрибут placeholder. Placeholder — это такой текст, который будет появляться внутри инпута и пропадать, когда вы начнете что-нибудь писать. В некоторых браузерах данный текст пропадает, когда мы переходим в этот input. Например, напишем здесь ваше имя. И мы увидим, что в нашем инпуте, давайте я сделаю зум побольше, мы видим, что в нашем инпуте теперь появился текст ваше имя. И мы можем здесь вводить имя. Например, Дмитрий. Окей, в принципе, с этим понятно. Также типов бывает множество, и мы сейчас разберем с вами самые основные. Например, мы хотим с вами сделать еще один input. И, например, давайте мы его скопируем и сделаем еще один input, например, для ввода e-mail. Для ввода e-mail мы используем тип e-mail. Очень просто, то есть для поля, где мы вводим e-mail, мы используем тип e-mail. Визуально на компьютере вы ничего не увидите. Но если вы зайдете на сайт с телефона, то у поля, у которого есть тип e-mail, будет более удобная раскладка клавиатуры, где будет сразу видна собачка и так далее. То есть гораздо удобнее будет вводить e-mail с телефона, если у инпута указан тип e-mail. Здесь тоже мы пишем имя, например, тоже опять же e-mail. То есть мы здесь вводим e-mail и здесь напишем в placeholder ваш e-mail. Давайте посмотрим, у нас появляется рядышком еще одно поле для ввода e-mail. Давайте мы их сделаем на новой строке, каждый блок. И для того, чтобы сделать каждый input с новой строки, мы просто пока что обернем каждый input в отдельный div. В отдельный div обернем каждый input, чтобы наши инпуты начинались с новой строки. У нас получается вот как-то так. Мы также можем задать какой-нибудь класс. Например, здесь у нас будет класс form group, то есть группа. Либо, например, там form control. Давайте оставим группа. То есть здесь, в принципе, мы можем делать такие вот блоки при помощи дивов с группой элементов формы и, например, задавать им какую-то стилизацию. Например, мы хотим их немножко отделить друг от друга. Для этого мы переходим в CSS и при помощи мерджинов мы делаем отступ друг от друга. То есть пропишем какой-нибудь отступ снизу, мержим ботом, например, 15 пикселей. Тем самым мы отделим нашу группу инпутов друг от друга таким отступом. Также мы можем стилизовать, конечно же, наши элементы формы, то есть мы можем стилизовать инпуты. И давайте мы для этого пропишем для инпутов класс, например, form_input. Прописываем класс form_input, используем его для всех наших инпутов, и мы можем задавать им разную стилизацию. Давайте мы пропишем form_input. Так, и, например, мы хотим задать ему padding, внутренний отступ, чтобы пространство в инпуте казалось более просторное. То есть мы пропишем padding, например, 5 пикселей со всех сторон. И тем самым мы увеличим наш input, и в нем будет больше пространства, и нам будет комфортнее в нем находиться. И теперь мы пишем здесь текст, здесь тоже пишем текст. Окей, хорошо. С этим, в принципе, я думаю, все понятно. Мы также можем инпутом задавать другую границу. Как мы видим, по умолчанию у инпутов есть своя граница, такая серая. Мы можем ее менять при помощи свойства border. Например, мы хотим сделать границу черную. Пишем border, 1 пиксель, сплошная и черная, 0,00. Давайте посмотрим. Теперь у нас граница вот такая черная стала. Окей, хорошо. Давайте мы сделаем с вами еще один input. Мы скопируем нашу группу form_group,
в которой находится input, и мы сделаем с вами input. Давайте я вот сделаю пошире, чтобы это все как-то смотрелось поудобнее. И, например, у нас будет input, где мы вводим пароль. Если мы сейчас с вами будем использовать тип текст для ввода пароля, то, конечно же, это не очень красиво, потому что пароль будет виден. Например, у нас есть поле для ввода пароля. Например, придумайте пароль. Будет написано, имя у него будет, пускай, пароль, password. Давайте посмотрим. Придумайте пароль. Мы пишем пароль, мы его видим, и все его видят. То есть это некрасиво, так быть не должно. Это неправильно. Поэтому есть специальный тип для инпутов для ввода пароля, который называется password. Пишем тип password, и теперь, если мы пишем пароль, то он выводится звездочками. Я надеюсь, вы, в принципе, с этим сталкивались в своей жизни и видели, когда вы вводите пароль, его как бы не видно. Это вот input с типом password. И еще один тип инпутов для ввода номера телефона. Давайте мы скопируем наш input с e-mail, вставим его под e-mail, и, например, мы хотим сделать input для ввода номера телефона. Ваш телефон. Здесь тоже напишем, например, tel. И для ввода телефона также мы используем тип tel. В принципе, визуально он ничем не отличается. Все эти типы, они визуально похожи. За исключением, конечно же, паспорта, то есть мы вводим здесь, у нас появляются звездочки. Но, например, если мы вводим номер телефона, то, конечно же, здесь ничего как бы такого нету. Но, опять же, если мы заходим с мобильного устройства, то в инпуте, у которого указан тип tel, будет удобная раскладка клавиатуры. То есть там будут показаны только цифры и необходимые знаки, плюсы, решетки и так далее. Поэтому типы очень важны, нужно их указывать в соответствии с назначением инпута. Окей, вот такие наши 4 типа поля. Текст, e-mail, tel и password. Это основные типы, их гораздо больше, но пока что, я думаю, этого хватит. Потом мы, возможно, будем с вами разбирать и другие типы, потому что их довольно-таки много. Но это основные, которые используются, в принципе, в 90% случаев. Именно инпуты для ввода данных. Хорошо, например, мы хотим с вами ввести какой-то текст. То есть здесь мы заполняем какую-то информацию в такие поля. И, например, мы хотим ввести какой-то большой текст, например, с информацией о вас. Давайте мы с вами скопируем div после пароля и уберем здесь input, удалим его. Для ввода большого количества информации есть тег text-array, текстовое поле. Опять же, здесь мы указываем имя текстового поля, например, текст просто. И можем указать здесь атрибут placeholder, где напишем, например, о вас. И мы увидим с вами вот такое вот поле для ввода большого количества текста. Мы здесь можем вводить неограниченное количество текста, и оно будет переноситься на новую строку. То есть мы вводим текст, у нас, мы видим, переносится текст на новую строку. Мы можем ему задавать какую-то высоту, то есть по умолчанию он такой маленький. И чтобы задавать высоту, ширину нашего текстового поля, мы можем использовать атрибуты, но лучше этого не делать, лучше это делать при помощи CSS. Но я вам покажу, что такие атрибуты есть. То есть calls, мы задаем, сколько у нас будет столбцов нашего текстового поля, и rows. Это будет как высота нашего текстового поля, rows. Мы здесь задаем, сколько строк мы будем видеть в нашем текстовом поле. Например, 5. То есть мы задаем calls 20, можем сделать 40, она станет шире. И можем rows сделать, например, 10, она станет выше, то есть больше по высоте. Но опять же, как я уже сказал, эти атрибуты лучше не использовать, потому что размеры, непонятные. Лучше использовать CSS. То есть у нас есть CSS, мы можем нашему текстовому полю задать класс, например, form text array класс. И данный класс мы можем теперь стилизовать в CSS. Перейти в CSS и, например, здесь прописать ширина нашего текстового поля пускай будет 200, и высота нашего текстового поля пускай будет, например, 150 пикселей. И мы увидим с вами вот такую вот картину. То есть наше текстовое поле теперь такое большое. Мы также можем его стилизовать примерно так же, как наш input, задать ему границу и задать ему внутренний отступ padding, чтобы сделать отступы внутри. Хорошо. Также для инпутов и текстовых полей лучше прописывать еще отдельно шрифт font family, потому что у браузеров для этих элементов используется свой шрифт. Поэтому, если вы используете на своем сайте какой-то шрифт другой, который не
по умолчанию у браузера, например, мы используем Arial, то мы должны с вами прописать также данный шрифт для нашего инпута и для нашего текстового поля. Как мы видим, шрифт немножко изменился. То же самое по размеру. Если мы используем с вами font size 15 во всем документе, то данный font size не относится к размеру шрифта в инпуте, поэтому мы тоже должны его прописать. Font size, например, 15. Мы видим, у нас теперь font size стал больше, потому что по умолчанию у браузера font size в инпуте меньше. И то же самое в текст-аре мы указываем font size 15, чтобы сделать размер шрифта такой же, как у вас на сайте. Окей, давайте с вами разберем еще один новый тег, который называется label. Мы с вами указываем, что это за поле в теге в атрибуте placeholder. То есть в каждом инпуте мы пишем с вами placeholder и пишем назначение этого поля, то есть что мы должны вводить. Также в HTML есть такой тег label, который, в принципе, служит такой как раз-таки связкой инпута с тем, что мы должны вводить. Мы можем не использовать с вами атрибут placeholder, мы можем с вами этот текст вынести в тег label, который относится к этому инпуту. Давайте посмотрим. Удаляем placeholder, пишем label, и у нас появляется вот такой вот label, который находится рядом с нашим инпутом и говорит человеку, что он должен вводить в это текстовое поле, в этот input. Также мы можем их связать, то есть сделать связку. Для этого мы пропишем атрибут for для лейбла, где мы должны указать, к какому инпуту данный лейбл относится. Для того, чтобы указать, к какому инпуту он относится, мы должны с вами прописать атрибут ID для нашего инпута. И этот ID должен быть уникальным, то есть он не должен повторяться на странице. То есть мы здесь, например, пишем input name, допустим. У него ID будет input name, и в атрибуте for label мы пишем, что данный лейбл относится к инпуту с ID input name. И тем самым мы их связываем. Как мы их связываем? Теперь, если мы нажмем на ваше имя, которое находится в лейбле, мы видим, что у нас фокус переходит на данное поле, которое относится к этому инпуту, к этому лейблу, да, то есть мы нажимаем на лейбл, у нас есть связка input с лейблом, и теперь они как бы едины. Чтобы сделать так, чтобы у нас текст был лейбла сверху над инпутом, мы можем с вами для нашего инпута задать display блок. То есть по умолчанию input не display блок, а display inline блок, поэтому мы с вами пишем для инпута свойства display и делаем их блочными. И теперь наш input будет начинаться с новой строки всегда, и лейбл находится сверху. И у нас есть связка label с инпутом. Окей, давайте с вами разберем еще новый тег, который называется select. Давайте скопируем form group после текстового поля, закроем его и напишем с вами такой тег под названием select. В этом теге мы опять же указываем атрибут name с именем. Например, мы здесь хотим выбрать страну проживания человека. Называем ее данный select country. И здесь мы в теге option указываем разные опции для выбора. Например, мы пишем здесь Латвия. Либо давайте назовем ее, данный select, назовем не country, а, например, city. Выбираем город. Пишем здесь Рига. И еще один option, например, Daugavpils. Допустим, два города у нас будет для выбора. И теперь, если мы посмотрим, у нас появляется вот такой вот select, где мы можем выбрать либо Рига, либо Daugavpils. То есть здесь мы выбираем одно из значений. Если мы добавим атрибут multiple для нашего селекта multiple, то мы сможем выбирать с вами любое количество опций, зажав Ctrl. То есть бывает такое, что есть селекты, где нужно выбрать несколько вариантов из предложенных, и мы вот используем атрибут multiple, чтобы сделать такую мультиформу, мультиселект, так скажем, в котором можно выбрать несколько вариантов. Окей, давайте мы это пока уберем. Нам пока это не нужно, вам просто для информации, что такой вариант есть. Окей, мы с вами сделали, в принципе, инпуты с разными типами, текст-арray и select. Давайте с вами разберем еще парочку типов для инпутов, но они отличаются от инпутов для ввода. Сейчас я вам покажу, чем. Давайте мы с вами сделаем еще одну группу, form group, и мы с вами сделаем еще новый input, и здесь выберем тип радио. Давайте посмотрим, что у нас получится. У нас появляется вот такая точка, которую мы можем отметить. Тип радио используется для выбора какого-то одного значения. Например, вы хотите, чтобы человек при регистрации выбрал свой пол, мужской либо женский. Для этого давайте мы используем тег label здесь и напишем либо мужской, муж. Здесь мы указываем
ID нашего инпута, к которому он относится. Здесь мы напишем ID, например, mail, ID mail. Для mail данный тип радио будет, также мы указываем атрибут name, в котором мы указываем имя нашей группы радиокнопок, так называемых. И здесь мы тоже пишем mail. Так, то есть мы даже можем написать, чтобы у нас отличалось choose mail, допустим так. То есть у нас связка лейбла с инпутом через ID, а в имени мы пишем название группы, в котором нужно выбрать один из вариантов. То есть мы должны выбрать либо пол мужской, либо женский. Давайте мы с вами продублируем и здесь напишем женский, поменяем ID на female, а имя радиокнопки мы оставляем такое же. То есть у нас получается такая группа радиокнопок, которая относится к одному выбору. То есть либо мужской, либо женский пол. Давайте посмотрим. У нас появляются вот такие два инпута с типом радио, и мы можем выбрать либо мужской, либо женский пол. Если бы у нас имя было бы разное, то эти два радио-баттона, радиокнопки две, они были бы отдельные, как бы отдельные группы, поэтому мы можем выбрать два. Это не подходит. Если у вас группа одна для выбора чего-то, например, пола, у вас имя у этих радиокнопок должно быть одинаковое. Поэтому будьте с этим внимательны. И благодаря нашим лейблам мы можем отмечать наши радиокнопки, нажав на этот самый лейбл. То есть гораздо удобнее, чем тыкать идеально в этот кружочек. Бывает не очень удобно сделано на многих сайтах, что отметить радиокнопку вы можете только нажав на кружочек. Для этого существуют лейблы как раз таки, чтобы можно было удобнее нажать на относящийся к инпуту лейбл. Мы нажимаем на него, отмечаем нужный вариант. То есть так гораздо удобнее, особенно с телефона, если вы заходите, удобнее нажать на вот весь вариант, муж либо жен, и выбрать ваш пол. То есть так гораздо удобнее. Окей, и еще у нас есть один тип инпута, который тоже вы частенько, наверное, встречали. Это тип checkbox. Давайте мы с вами сделаем input с типом checkbox. Тип checkbox у нас появляется вот такой вот квадратик, в который мы можем поставить галочку. Это часто используется, если вы, например, зашли на сайт, регистрируетесь, там, допустим, есть какие-то условия, вы ставите галочку, что с условиями согласен, подтверждаю. И мы здесь опять же пишем, например, tag label, в котором пишем какой-то текст, например, прочитал условия и согласен с ними. Как-то так. Опять же, связываем их при помощи ID для нашего инпута. Пишем ID, например, agree, согласен. Или там, например, rules, agree. Имя даем ему, да, то есть ID. И здесь пишем for rules, agree. И теперь у нас появляется вот такой вот чекбокс. Справа него идет текст, потому что наш лейбл находится после нашего чекбокса. И если мы нажимаем на данный текст, мы отмечаем чекбокс. То же самое, если мы нажимаем на сам чекбокс, мы его отмечаем. То есть благодаря лейблу мы можем связывать такие вот элементы радио для более удобной работы с ними. Опять же, также мы придаем какое-нибудь имя, например, то же самое, как и ID. Здесь как бы не важно, какое имя будет. Ну и у нас получается вот такая форма. Допустим, мы форму заполнили, здесь написали ваше имя, здесь написали ваш e-mail, там, допустим, такой, здесь ваш номер телефона написали, придумали пароль какой-то, заполнили информацию, выбрали город, там, Рига, Даугавпилс, прочитали условия, и теперь как вам форму отправить? То есть вы заполнили форму, но нету кнопочки, чтобы ее отправить, правильно? Нам нужна еще кнопочка. Для кнопочек у нас есть специальный tag button. Tag button, давайте мы его напишем, tag button, таким вот образом, и здесь пишем внутри текст «отправить». И у тега button есть атрибут type, в котором мы пишем тип нашей кнопки. Это тип submit. Для отправки формы мы используем тип submit. Давайте посмотрим, у нас появляется вот такая вот кнопочка. У нее тоже есть по умолчанию оформление, стилизация у каждого браузера. Вот у нас получается теперь полноценная форма, в которой есть поля, текстовое поле, select для выбора, радиокнопки, чекбоксы и кнопочка «Отправить». Также есть тип reset. Например, мы давайте сделаем еще одну кнопку, скопируем кнопку. И если мы выберем тип reset, то мы при нажатии на эту кнопку мы очистим форму. Очистить. То есть мы заполняем форму, поняли, что мы заполняем ее неправильно на другом языке, и нажимаем на кнопочку «Очистить», и наша форма очищается полностью. То есть кнопка с типом reset очищает форму, в которой она находится. То есть у нас кнопка reset находится в этой форме, и она очистит все значения полей формы, в которой она находится. И еще один есть тип, просто button.
Данная кнопка не будет ничего делать. Это просто кнопка, она не будет ничего вообще выполнять. Если мы на нее будем нажимать, у нас ничего не будет происходить. То есть, смотрите, мы нажимаем на кнопку, у нас ничего не происходит. Если мы заполним, мы видим, ничего не происходит. Если мы нажимаем на кнопку «Очистить», у нас очищается форма. Если мы нажимаем на кнопку «Отправить», у нас отправляется форма. Но она отправляется именно по адресу, который указан здесь в экшене, но это опять же для программистов. Вам нужно просто указывать данный тип submit для отправки формы. Также еще один тип инпутов есть для загрузки файлов. Например, вы хотите, чтобы человек при регистрации также загрузил вашу, то есть свою фотографию. Мы можем сделать такую возможность. Например, здесь напишем label фото. Здесь мы с вами будем использовать input с типом файл для загрузки файлов. И давайте мы напишем имя, например, файл, либо там фото, любое имя придаем. И для связки мы используем, например, здесь, опять же, любой ID и связываем их с лейблом. Давайте посмотрим, у нас получается вот такой вот input, где мы можем нажать на «Выберите файл», и у нас открывается окно для выбора файла. Ну вот, в принципе, у нас форма готова. Конечно же, сейчас по умолчанию у нее стилизация не очень, но все эти стили мы можем писать при помощи CSS, и в дальнейшем мы с вами разберем, как стилизовать форму. Это будет все в практике. Так что не волнуйтесь, поначалу кажется, что она не очень красива, но так оно и есть. Она не очень красивая по умолчанию, но при помощи CSS мы можем ее стилизовать и делать ее красивой. Окей, давайте мы с вами еще разберем один тег, даже два тега, но они редко используются, просто вам для информации. Мы с вами использовали для групп form group, просто div с классом form group, но мы можем, например, также группировать наши инпуты в какие-то группы еще отдельные. Для этого есть специальный тег fieldSet, в который мы можем обернуть какое-то количество наших инпутов. Например, вот мы обернем здесь наши три инпута: имя, e-mail и телефон в тег fieldSet. Давайте посмотрим, что у нас получится. У нас получится вот такая вот группа, в которой находится информация: имя, e-mail, телефон. При помощи тега legend мы можем задать заголовок для данной формы, данной группы формы. Например, здесь у нас контактная информация. И у нас появится вот такой вот заголовок сверху этой группы: контактная информация. Первая группа, например. Потом у нас еще одна группа будет fieldSet, в которой будет находиться, например, пароль. Так, давайте закроем. Здесь у нас будет находиться пароль. Скопируем тег legend. Здесь у нас будет пароль. Ну и так далее. Мы можем разбить на такие вот группы логические при помощи тега fieldSet. Но опять же, не так часто этот тег используется, только для больших форм, и то нам нужно опять же менять стилизацию внешнюю у данного тега fieldSet, что не очень удобно. То есть у нее есть такая стилизация по умолчанию, которая не всем сайтам подходит, потому что, она такая, так скажем, не очень симпатичная. Поэтому данный тег редко используют, обычно оборачивают какие-то группы просто в дивы, придают им класс и оформляют так, как им нужно. И также вместо legend можно использовать, там, например, тег h3, допустим, задать ему класс там form title и его стилизовать как вам угодно. И не нужно бороться с этой стилизацией браузера по умолчанию. Поэтому данные теги есть, поэтому если вы их увидите, знаете, что это просто группировка каких-то полей формы в какую-то группу, и legend — это название данной группы для формы. Ну вот, в принципе, все. Мы с вами познакомились с основными тегами для создания форм. Это инпуты с разными типами: текст, e-mail, tell, password, текст array, select, инпуты с типом радио кнопки, input с типом файл для выбора файла, input с типом checkbox для такой вот галочки. И также кнопки для отправки формы, button с типом submit, для очистки формы, button с типом reset. И также есть просто кнопка button с типом button, который мы можем, в принципе, использовать вне формы. Но об этом как-нибудь поговорим в другом видео. Ну что ж, в принципе, на этом все. И увидимся с вами в следующем видео. В этом видео мы с вами начнем знакомство с псевдоклассами и как раз таки разберем самые популярные псевдоклассы на примере работы вот с этой формой, которую мы с вами уже делали. Псевдоклассы — это такие интерактивные вещи, которые вы можете делать с вашими элементами. То есть, например,
Если вы хотите изменить цвет, фон, либо что-нибудь еще при наводе на какой-то элемент, то вы можете это делать при помощи псевдоклассов. Если вы хотите поменять, например, input, цвет инпута, либо границы, либо фона инпута при фокусе, то есть когда мы находимся в этом инпуте, то тоже мы используем псевдоклассы для вот таких вот вещей. То есть это интерактив с нашими элементами. И давайте мы с вами разберем, какие у нас есть псевдоклассы. Давайте разберем с вами на примере. У нас есть с вами форма, и давайте мы сверху формы сделаем сейчас ссылку, и я вам покажу на примере ссылки парочку псевдоклассов. У нас будет ссылка какая-то, напишем здесь ссылка. Давайте посмотрим. У нас есть ссылка, как мы видим, она по умолчанию синяя, у нее есть снизу подчеркивание. Если мы ей придадим какой-нибудь класс, давайте мы напишем класс, допустим, link, просто для теста, и поработаем с этим классом. Опустимся где-нибудь вниз и здесь напишем какую-нибудь стилизацию. Например, по умолчанию мы не хотим, чтобы ссылки были подчеркнутыми, чтобы они были вот такого синего цвета. Мы пишем с вами что? Мы пишем с вами color, мы меняем с вами цвет, да. Давайте выберем какой-нибудь другой синий, например, такой мы хотим, и не хотим, чтобы было подчеркивание. Пишем text decoration none. Мы хотим убрать подчеркивание снизу. Смотрим, у нас теперь ссылка такая. Но чтобы было понятнее, конечно же, нужно, чтобы при наводе на какие-то элементы, с которыми можно взаимодействовать, был какой-то эффект. То есть, чтобы я понимал, что вот я вот навел на ссылку, и что на нее можно нажать, что она кликабельная, у меня появляется по умолчанию как бы ручка такая в браузере. Но еще было бы хорошо, если бы, например, ссылка снизу подчеркивалась, когда ты на нее наводишь, либо что-то с ней происходило, чтобы было визуально понятно, что на данный элемент можно нажать. Для этого мы будем с вами использовать псевдокласс hover. Псевдоклассы пишутся, мы пишем селектор, ставим двоеточие и без всяких пробелов пишем название псевдокласса. Псевдокласс hover — это навод на элемент, то есть когда мы наводим на какой-то элемент, у нас будет что-то происходить. Давайте мы с вами подчеркнем нашу ссылку, напишем text decoration underline. Подчеркнем ее снизу, то есть по умолчанию мы подчеркивание снизу убрали. При наводе мы будем ссылку подчеркивать. Давайте посмотрим. Наводим на ссылку, она у нас подчеркивается снизу, и так гораздо понятнее, что это ссылка и она кликабельная. Поэтому мы используем псевдоклассы для вот таких интерактивных вещей и так далее. То же самое, например, у нас есть две кнопки. У нас есть две кнопки «Отправить», «Очистить», и у нас нету никакого с ними взаимодействия. То есть мы наводим на нее, на эту кнопку, мы не понимаем, это кнопка или что это. То есть при наводе ничего не происходит, и это плохо. То есть такие вещи нужно все время как-то показывать людям, что на них можно нажать, с ними можно взаимодействовать и так далее. Поэтому мы также можем для наших кнопок, в принципе, для любых элементов, вы хоть можете для заголовка задать псевдокласс hover, при наводе, например, менять его цвет. Но это редко используется, обычно что-то меняют при наводе на сайтах, там кнопочки, ссылочки, ну и так далее. То есть там, в принципе, элементы, с которыми можно взаимодействовать. Давайте мы с вами для кнопки придадим класс, например, button. Button, btn сокращенно, и давайте мы с этим классом поработаем. Button. Давайте мы поменяем, например, цвет кнопки. Напишем background, допустим, background color даже просто напишем. И, допустим, она будет у нас какая-нибудь зеленая кнопка. Выберем зеленый цвет. Так, зеленый цвет какой-нибудь выберем. Так, давайте посмотрим. У нас есть теперь две кнопки. Давайте мы вторую кнопку уберем. Очистить, в принципе, не нужна она. Оставим одну кнопку. Так, у нас зеленая. Нам нужно теперь поменять цвет текста, потому что черный смотрится не очень. Давайте мы будем использовать белый. Напишем color и цвет кода белый FFF. Вот, теперь окей. Также по умолчанию у кнопок есть граница border, и мы можем ее либо убрать при помощи конструкции border 0, либо задать какую-нибудь свою, например, прописав border 1 пиксель сплошной, и можем выбрать цвет границы зеленый, но чуть-чуть потемнее, допустим, сделать ее. Ну, вот такую. Давайте посмотрим. У нас получается вот такая кнопка. Можем также задать ему пэддингов, чтобы была кнопка просторнее, побольше. Например, сверху и снизу по 5 пикселей, слева и справа по 10.
у нас получается с вами вот такая вот кнопка. И теперь при наводе нам нужно тоже, чтобы было какое-то действие. Давайте мы напишем с вами button hover, псевдокласс hover. Так, и, например, поменяем цвет фона на такой же, как у цвет границы. То есть мы сделаем наш фон такой же чуть темный, как цвет границы. То есть мы меняем при наводе цвет фона нашей кнопки. Давайте посмотрим. Мы наводим и видим, у нас цвет кнопки меняется. Отлично. Также было бы здорово, если бы, наведя на кнопку, на которую можно нажать, у нас появлялась бы рука. Как вот на ссылке у нас появляется такая рука, которая символизирует нажатие. А для этого есть специальное свойство, которое называется курсор. У тега button курсор по умолчанию вот обычно дефолтный, то есть просто стрелочка, как и везде. Например, если мы наводим на текстовое поле, мы видим, у нас курсор тоже меняется на вот текста. То же самое на инпутах, на ссылках у нас ручка. То есть разные курсоры появляются в разном моменте на разных элементах, так скажем. Вот, и таких, в принципе, курсоров очень много. И внешний вид курсора можно менять. Например, при наводе на кнопку мы хотим, чтобы наш курсор, пишем свойство курсор, был ручкой, pointer. Давайте посмотрим. Наводим на кнопку, и теперь у нас появляется ручка при наводе. Значений здесь очень много, вы можете посмотреть их все в этом списке. То есть вы можете здесь подобрать то, что вам нужно. Но обычно как бы используется дефолтный, плюс там pointer для вот именно кнопок тега button, потому что у кнопки тега button по умолчанию default курсор, его нужно самим менять. Ну вот теперь у нас полноценная кнопка, при наводе у нас есть взаимодействие с ней, мы видим, что цвет фона меняется, и у нас появляется ручка, символизирующая клик, нажатие, да, на этот элемент, что можно на него нажать. Окей, это мы с вами разобрали псевдокласс hover при наводе. Теперь давайте с вами разберем псевдокласс focus. У нас с вами есть form input, и когда мы на него кликаем, на данный input, мы видим, у нас появляется вот такая вот граница синего цвета, и у нас как бы это называется состояние фокуса. То есть, когда мы находимся в элементе внутри него, это касается инпутов, текстовых полей, селектов, в принципе, в основном все, что связано с формами, и также ссылки. У нас есть состояние фокуса. Если мы будем нажимать Tab на клавиатуре, то мы видим, мы перемещаемся по элементам нашей страницы, с которыми можно взаимодействовать. Это вот инпуты, текстовое поле. Мы видим Select, он тоже выделяется синей границей по умолчанию. В браузере это встроено, чтобы было как бы по умолчанию понятно, с каким элементом вы взаимодействуете. Как мы видим, вот эти вот элементы все, они подсвечивают с такой синей границей. Это называется граница Outline. Она работает, в принципе, как бордер, только она немножко имеет отличие в плане позиционирования. Если, например, граница бордер у нас увеличивает размер элемента, если мы посмотрим через инспектор элемент, мы увидим здесь по схеме, что у нас как бы кнопка 24 пикселя в высоту, хотя сама она в принципе 12, плюс пэддинги 22 и плюс один бордер сверху снизу 24. То есть у нас бордеры влияют на размеры кнопки. Если мы используем Outline, Outline не влияет на размеры кнопки. Он будет находиться за элементом, за его пределами и не будет влиять на размеры кнопки. Но в то же время он, в принципе, работает точно так же, как и бордер. То есть пишется толщина Outline, его тип и цвет. Сейчас мы с вами разберем это все. Так, и по умолчанию мы видим этот самый Outline. Мы можем его убрать при состоянии фокуса, если вам вдруг он не нравится. Но если вы его убираете, будьте готовы к тому, что вам нужно задать какой-то эффект при фокусе, потому что если человек не понимает, что вот он находится в этом элементе, это считается плохим интерфейсом, потому что непонятно, ты нажал на элемент, находишься в нем или нет. Поэтому здесь нужно быть внимательным. Если вы убираете стандартную браузеровскую обводку элемента при фокусе, то заменяйте ее на какую-то стилизацию. Давайте разберем на примере формы инпута. Пишем псевдокласс focus. При фокусе на input мы хотим убрать тот самый outline, сделать его 0. Либо здесь мы можем написать либо 0. Смотрите, у нас получается при фокусе теперь на input убирается данная обводка. Либо мы можем написать ключевое слово none. И тогда то же самое у нас как бы этой обводки не будет.
И, например, мы хотим, если мы убрали стандартную обводку аутлайновскую, то мы должны что-то сделать с инпутом, чтобы было понятно, что при фокусе с ним можно взаимодействовать. Например, мы можем с вами поменять background color. Background color, сделать его, например, таким например, светло-синим. Возьмем какой-нибудь светло-синий цвет, например, такой, и посмотрим. Когда мы фокусируемся на инпуте, теперь у нас светло-синий цвет, нам становится понятно, что можно с ним взаимодействовать. То есть это элемент при фокусе. То же самое мы можем делать с нашим текстовым полем. Мы можем прописать такой же псевдокласс для текстового поля. Опять же, псевдоклассы все пишутся после стиля элемента. То есть мы написали сначала стиль элемента, потом пишем для него псевдоклассы, потому что часто мы перезаписываем те или иные правила. Так, и давайте посмотрим. Теперь текстовое поле тоже имеет состояние фокуса. Мы убираем стандартный outline и мы задаем с вами background color. И то же самое с кнопкой. Если мы сейчас табом перейдем на кнопку, то мы увидим, что у нас тоже есть outline при фокусе. Мы можем перечислить, например, два здесь псевдокласса через запятую, написав, что мы хотим данные стили применять при фокусе и при наводе. То есть, если мы сейчас будем фокусироваться на кнопку при помощи таба, так, давайте мы с вами также уберем при фокусе outline, напишем это отдельно, потому что при ховере у нас outline нету. Пишем outline none, либо 0. И мы увидим с вами, что при фокусе, давайте мы сфокусируемся на кнопку, у нас меняется цвет фона тоже. То есть, либо при фокусе, либо при наводе у нас будет меняться цвет фона данной кнопки. Также еще есть псевдокласс, который происходит в момент нажатия на какой-то элемент. Это псевдокласс называется active. Очень хорошо можно это заметить на примере кнопки. Мы напишем с вами псевдокласс active, и данные стили будут применяться в момент нажатия на кнопку. Давайте мы с вами поменяем цвет фона еще на более темный, например, на такой. Так, и посмотрим. Мы сейчас фокусируемся на кнопку, например, так, да, у нас цвет фона меняется при фокусе. Мы наводим, тоже цвет фона меняется при наводе. Мы нажимаем, и мы видим, что у нас цвет фона еще изменился. Я еще клавишу мышки не отпустил. Я отпущу здесь, чтобы по кнопке не нажимать. То есть здесь класс active, псевдокласс active, он происходит в момент нажатия на элемент. Это можно сделать с кнопками, чтобы сделать им больше стилей. То есть при наводе, при нажатии, чтобы менять кнопочки, вот мы используем псевдокласс active. Обычно он используется для кнопок именно. Ну, для ссылок мы тоже самое можем сделать. Например, при наводе мы делаем underline, при клике мы меняем ее цвет на, допустим, черный. А также, что касаемо ссылок, у нас есть состояние при наводе, при нажатии. И также у нас есть очень важное состояние, это посещенная ссылка. По умолчанию посещенные ссылки, они стилизуются таким фиолетовым цветом. Но если вы меняете внешний вид ссылки на какой-то другой, как в нашем случае, мы поменяли внешний вид ссылки, мы поменяли цвет ссылки сами, и мы убрали нижнее подчеркивание. И теперь, если мы по этой ссылке перейдем, у нас ссылка не покрасится ни в какой цвет. Допустим, давайте сделаем эту ссылку на главную страницу сайта нашего. Давайте мы здесь напишем index.html. И если мы сейчас по этой ссылке перейдем, вернемся обратно, мы видим, у нас ссылка ничего не поменяла свой внешний вид. Чтобы поменять внешний вид посещенных ссылок, мы с вами можем использовать псевдокласс visited. И он должен находиться до псевдокласса hover. То есть сначала мы пишем псевдокласс visited, потом псевдокласс hover. Например, посещенные ссылки мы хотим, чтобы они были другого цвета, например, фиолетового. Давайте вот мы выберем какой-нибудь такой цвет фиолетовый. Покрасим цвет. Давайте посмотрим. Мы видим, теперь ссылка стала фиолетовой, потому что мы по ней перешли. Если мы сейчас поменяем, здесь поставим, допустим, решетку, у нас ссылка не посещенная еще, и у нас ссылка синяя. Как только мы ее посетим, наша ссылка станет фиолетовой. Это запоминается в браузере. Хорошо использовать такую стилизацию для сайтов, где очень много ссылок. Например, в Википедии. Вы там можете увидеть, что, например, какая-то большая статья в Википедии про кого-то, и там много ссылок. И если вы нажимаете по ссылке, переходите, потом возвращаетесь обратно,
как бы браузер вам показывает, что по этой ссылке вы уже переходили. Если на странице очень много ссылок, это очень полезно, потому что вы видите, что ага, по этой ссылке я нажимал уже, значит, я это уже смотрел и так далее. Если же у вас, конечно же, там 1-2 ссылки, там, и то они кнопочки, то нет смысла в этом псевдоклассе. А так, такой псевдокласс есть, он используется, если вот ссылок очень много. Здесь важен порядок, как я уже сказал. Visited должен быть до ховера, а после ховера должен быть active. То есть, если вы используете эти 3 псевдокласса для ваших ссылок, то вы должны соблюдать порядок. То есть, сначала посещенная ссылка, потом при наводе, потом активная ссылка, чтобы можно было перезаписывать правила, чтобы все корректно работало. Окей, мы с вами разобрали псевдоклассы hover, visited, active и focus. Также давайте с вами разберем еще парочку псевдоклассов. Например, у нас... Так, у меня зум сбросился, давайте я его верну. Так, например, у нас есть кнопка, и она может быть неактивной. То есть у нас, наверняка вы тоже встречали на разных сайтах, что кнопки бывают неактивными, если, например, мы пока что не заполнили форму. Как бы само условие незаполненности формы это делается через программирование, но у нас есть псевдокласс disabled, который определяет состояние кнопки. И, например, если у нас у кнопки есть атрибут disabled, она неактивная, то она как бы сейчас мы ничего не видим разницы. Но мы, если нажимаем на эту кнопку, у нас ничего не происходит. В отличие от, если бы у нас не было этого атрибута disabled, у нас бы форма отправляла бы данные. Но сейчас у нас ничего не происходит, но внешний вид, поскольку мы с вами поменяли, мы также его не видим. Но как нам стилизовать кнопку, если у нее есть атрибут disabled? У состояния неактивности есть тоже псевдокласс, и он называется точно так же, как атрибут disabled. И, например, мы можем стилизовать кнопку, которая имеет данный атрибут при помощи псевдокласса disabled. То есть, если у нас кнопка неактивная, то мы можем с вами поменять какой-нибудь внешний вид. Например, сделать фоновый цвет серым. То есть, сделать какой-нибудь такой фоновый цвет, допустим, она у нас станет черной. И, например, мы можем с вами сделать также цвет текста какой-нибудь темный, чтобы его было плохо видно. Как-то так. И также поменять, например, цвет границы. Убрать, то есть сделать его тоже темным. Border. Так, 1 пиксель сплошной. И здесь выбираем тоже темный какой-нибудь. То есть, если у нас кнопка неактивна, у нас стилизация такая. Окей, хорошо, это мы с вами сделали. Также давайте мы его определим после ховера. Где-нибудь здесь. Давайте посмотрим. Теперь, если мы наводим на кнопку, у нас стили при наводе не перебивают нашу кнопку, которая заблокирована. Как бы это будет более правильно. Поэтому здесь нужно соблюдать порядок действий. Если вы не хотите, чтобы ваша заблокированная кнопка при наводе становилась зеленой, то мы пишем заблокированную кнопку самую последнюю. Так, и давайте мы можем с вами поменять курсор. На заблокированную кнопку есть такой курсор Not Allowed. То есть нельзя. Давайте посмотрим. У нас кнопка заблокирована. Теперь мы наводим на нее. У нас курсор появляется вот такого типа. Нажимаем, ничего не происходит. Как бы, да? Вот. Если мы убираем у нашей кнопки данный атрибут disabled, то мы с вами увидим, что кнопка опять работает, и если мы нажмем на нее, происходит отправка формы. Как-то так. А также у нас есть атрибут checked для инпутов с типом радио и для инпутов с типом checkbox. Мы здесь можем задать атрибут checked, и мы видим, у нас по умолчанию будет стоять галочка. То же самое, если мы выберем для какого-то элемента здесь в радио кнопках checked, пропишем, то у нас по умолчанию будет отмечен какой-то из вариантов. И также при помощи псевдокласса checked мы можем с вами стилизовать как-то по-другому какие-то элементы. Но стилизация типа радио и типа чекбокса, она немножко другая, чем, например, инпутов и текст-арей. И об этом мы с вами поговорим позже, когда уже пройдем всю теорию и будем уже больше практиковаться. Поэтому псевдокласс checked нам пригодится еще, но чуть позже, когда мы уже с вами закрепим все то, что прошли сейчас. Окей, хорошо. В принципе, мы с вами изучили довольно-таки много разных псевдоклассов. Visited, Hover, Active, Focus, Checked, Disabled.
Их, конечно же, намного больше, но пока что вам, я думаю, хватит. Ну что ж, на этом все. Увидимся с вами в следующем видео. В этом видео мы с вами поговорим более подробно про некоторые CSS-свойства и также разберем с вами новые CSS-свойства. Ну что ж, давайте мы с вами поработаем опять же в этой форме, которую мы с вами создали недавно. И у нас тут есть филдсеты. Давайте мы их заменим на обычные дивы и придадим им какой-нибудь класс. Нам это пригодится для нашей работы. Откроем файлик form. Так, у нас здесь есть fieldset, legend. Давайте мы, в принципе, legend можем заменить на какой-нибудь h3 заголовок. Допустим, h3 заголовок. Пока без класса. И давайте мы филдсеты заменим на дивы. Заменим на дивы и придадим им класс, например, form group. То есть это группа элементов форм. Так, и также давайте пока так сделаем. Давайте посмотрим, что получилось. В принципе, внешне ничего не поменялось. У нас есть заголовок и есть группа форм. Давайте мы этот класс form group как-нибудь застилизуем. Перейдем где-нибудь здесь, ниже, и давайте мы напишем стили для этого класса. Так, напишем с вами следующее. Давайте мы с вами сделаем просто границу вокруг этого элемента, сплошную, 1 пиксель, ну и, допустим, черная. Черная граница. Давайте посмотрим. У нас появляется вот черная граница вокруг нашего блока. Давайте мы добавим ему внутренний отступ padding, например, 20 пикселей со всех сторон. Ну и получается как-то так. Также у нас, поскольку есть данный класс formGroup уже использовался, давайте мы как-нибудь это поменяем. То есть я забыл, что мы здесь использовали formGroup для каждого инпута. Давайте мы здесь, например, сделаем formFieldSet. Назовем данный элемент formFieldSet. Так, и это будет как раз-таки замена нашему тегу FieldSet. Так, ну вот у нас получается такая вот картина. То есть у нас есть общий div, в котором хранится какая-то группа элементов формы. Также можем, например, задать класс данному заголовку, назвав его formTitle, допустим. У нас такого класса еще вроде бы не было. Давайте мы данный formTitle тоже застилизуем. Например, уберем марджины, пропишем 0, ну и добавим только снизу. Например, 15 пикселей снизу оставим. Давайте посмотрим. Ну, получается так. Также давайте мы добавим formFieldSet div для следующей группы вместо этого, да. Так, сделаем такую вот вещь. Здесь напишем пароль. И вместо этого филдсета мы используем div с классом formFieldSet. Закрываем div. У нас получается вот как-то так. Также можем эти группы отделить друг от друга, добавив margin снизу для formFieldSet класса. Например, margin bottom 20 пикселей, ну и получается у нас как-то так. Для марджинов, как мы знаем, у нас есть и для пэддингов отдельные свойства. Например, margin bottom, top, left, right и так далее. То же самое для пэддингов. Padding top, right, left, bottom. И есть общие записи, где мы объединяем свойства. То есть записываем либо для всех сторон, либо там для верха и низа, лево и право и так далее. То есть у нас есть такие отдельные свойства и общие свойства. То же самое есть для бордера. То есть мы сейчас с вами прописываем бордер для всей нашей группы. То есть вокруг нашего всего элемента будет идти такая граница. Давайте ее сделаем, например, серую. У нас вот вокруг нашего элемента идет граница. Но что если мы хотим, например, задать границу только снизу, либо только справа? Для этого у нас тоже есть такие свойства, как, например, border bottom. Все очень просто в таком же формате. Border bottom указываем и пишем, например, размер нашей границы снизу. То есть, например, так. Таким образом, у нас будет только граница снизу у этого элемента. Смотрим, у нас только граница снизу. Если мы хотим сделать границу сверху, то пишем border top. Синтаксис остальной такой же, то есть толщина, тип и цвет. Смотрим, у нас граница только сверху. Хотим сделать справа, пишем right. Хотим сделать слева, пишем left. То есть здесь все таким же образом работает. Хотим сделать две границы, то мы с вами копируем данную конструкцию, пишем, например, еще хотим справа, border right, и получаем с вами такую картину. Например, если мы хотим сделать вокруг всего элемента границы, кроме одного, тогда проще сделать таким образом. То есть, например, мы пишем border
вокруг всего элемента 1 пиксель. Ну, например, мы хотим убрать границу, ну, допустим, не знаю, сверху хотим убрать границу почему-то. Тогда пишем с вами border top и пишем 0. Пишем 0, и тогда у нас граница сверху уберется. Либо можем здесь указать ключевое слово none. Пишем none, тогда границы сверху тоже не будет. То есть таким образом мы можем сделать вокруг всего элемента границу, кроме одной стороны. То есть так получится немножко короче, чем если бы мы писали нужную сторону по отдельности. То есть мы бы писали border left, border right, border bottom. То есть получилось бы 3 записи. Так получается 2 записи. То есть мы делаем вокруг всего элемента границу и одну границу убираем. Также, например, если вы хотите поменять цвет у границы. Например, вы хотите сделать каждую границу разного цвета. Для этого, опять же, мы можем использовать с вами отдельные свойства. Для начала давайте с вами разберем, как еще можно запись border записать по-другому. Мы с вами используем border, ширина, то есть толщина нашей границы, тип и цвет. Мы можем это записать отдельными правилами. Border width 1 пиксель, потом border style, выбираем solid и пишем border color. Выбираем здесь цвет. То есть это то же самое, вот эти вот 3 записи равняются этой одной записи. То есть тем самым мы с вами записываем правила отдельно. То есть вот таким вот образом мы получим с вами то же самое. Например, вы хотите, как я уже говорил, сделать каждую границу отдельно, покрасить другие цвета. То есть у вас есть граница, вы хотите их покрасить в разные цвета. Тогда мы можем сделать что с вами? Мы можем с вами убрать цвет границы общий, убираем его, оставляем только border width и тип границы, то есть 1 пиксель сплошной. Давайте посмотрим, у нас граница по умолчанию теперь черная. Мы как бы ей цвет не задавали, она по умолчанию будет равняться цвету текста, который у нас для body прописан сейчас. Теперь мы можем каждую границу покрасить так, как нам угодно. Например, мы хотим покрасить левую границу сначала. Пишем с вами border left и значение color. И здесь указываем, например, red. Потом мы хотим с вами покрасить красную границу. Пишем border right color. Например, хотим ее сделать зеленой, пишем green. Хотим покрасить верхнюю границу, пишем опять же border top color. Например, хотим ее сделать черный, black. Ну, черный у нас уже как бы есть, давайте мы сделаем какой-нибудь, допустим, возьмем green yellow, вот цвет есть такой. И хотим еще нижнюю границу покрасить, давайте мы ее покрасим какой-нибудь, давайте возьмем коричневый. И у нас получается, что задана общая толщина границы для всех сторон, задан тип границы для всех сторон, и теперь мы для каждой стороны прописываем свой цвет границы. Давайте посмотрим, и мы видим, что теперь у нашего элемента каждая граница покрашена в другой цвет. То есть, используя такие комбинации, вы можете по-разному оформлять эти границы, потому что ситуации бывают разные, и вам есть такая возможность это делать. То есть, таким образом мы можем менять также толщину разных границ. Например, если вы хотите, чтобы ваши границы были какого-то, то есть разной толщины, слева, например, 2 пикселя, справа там 5 пикселей и так далее, то мы можем с вами, например, прописать так. Мы можем с вами не указывать толщину, пропишем только тип и цвет, допустим, черный в свойстве border, а толщину мы пропишем для каждой границы свою. Пропишем border top. Здесь выбираем width, толщина, и, например, верхняя граница будет 1 пиксель. Потом, например, border right width мы хотим сделать 2 пикселя. Border bottom width, нижнюю границу хотим сделать 3 пикселя. Border left width хотим сделать 4 пикселя. Давайте посмотрим. У нас получается вот такая граница. То есть у нас есть общий тип и цвет для границы, а толщину мы задаем с вами по отдельности. Если же мы здесь указали бы толщину границы, то, в принципе, она бы сначала бы задалась общая, но потом была бы переписана как бы остальными свойствами, поэтому здесь не обязательно указывать толщину границы, если вы собираетесь их задавать по отдельности. Поэтому мы можем здесь один параметр опустить таким вот образом. Ну и опять же мы можем задавать стиль для каждой границы отдельно. Например, вы решили, что у каждой границы сверху, справа, снизу, слева будут разные типы. И мы можем здесь указать только, например, толщину границы 1 пиксель и тип указывать по отдельности. Давайте мы укажем здесь такие свойства, как border top style. Выберем dashed. Потом border right style выберем
например, dotted. Потом border bottom style выберем solid. И border left style давайте выберем еще что-нибудь, что у нас еще осталось. У нас еще есть groove. Давайте выберем groove. Давайте посмотрим, что у нас получится. У нас получится с вами вот такая картина. То есть у нас толщина границы задана была, общая для всех границ. И цвет границы был задан. Но тип границы мы задаем для каждой стороны отдельно при помощи таких вот свойств. И мы видим, верхняя граница у нас dashed. Правая граница у нас dotted, то есть точками. Нижняя граница у нас сплошная, solid. И граница слева, она использует groove, но сейчас этот groove не очень заметен. Если бы у нас была бы толщина границы левой чуть потолще, мы бы заметили. Давайте мы напишем border left width, например, 10 пикселей. Давайте посмотрим. Так, ну с таким цветом, конечно же, я не вижу особой разницы, но давайте мы поменяем цвет, попробуем на другой. Да, вот меняем цвет на не черный, тогда мы видим этот самый groove. То есть он такой получается двойная граница, разные цвета как-то там подбираются автоматически браузером, и получается вот такой вот тип границы. В общем, вы можете работать с каждой стороной по отдельности, менять их тип, цвет, толщину. И, в принципе, надеюсь, вы поняли смысл работы с границами. То есть здесь очень много свойств. Если мы их посчитаем, в общей сложности для одного бордера там свойств 20 получается. То есть общий бордер, потом по отдельности для всех границ там border width, border type, то есть border style и border color. И потом плюс для каждой границы опять у нас по 3 разных свойства: border top style, border top width, border top color и так для остальных границ. То есть, как вы понимаете, очень много, но, в принципе, я думаю, здесь очень все просто понять, потому что здесь такой синтаксис, что он сразу понятен при чтении. То есть border top style, стиль верхней границы, там border left width, то есть толщина левой границы, ну и так далее. В общем, я надеюсь, вы это поняли. Ну что ж, давайте мы с вами вернем границу какую-нибудь, которая у нас была вокруг всего нашего элемента. Border 1 пиксель сплошной CCC. И давайте с вами разберем еще одно новое свойство, которое опять же связано с обводкой элементов. Называется она outline. Чем она отличается от бордера? Отличается она тем, что вы можете задать обводку элемента, не влияя на размеры этого элемента. То есть сейчас, если мы посмотрим, например, на input, возьмем, да, input какой-нибудь, мы видим, что у него, даже давайте возьмем не input, возьмем, например, текстовое поле. У нас для текстового поля прописана ширина 200 пикселей. У нас есть пэддинги по 5 пикселей и есть бордер 1 пиксель. То есть бордеры и пэддинги влияют на размер блока. То есть сейчас, если мы посмотрим на схему, мы видим, что в общей сложности у нас получается ширина нашего текстового поля 212 пикселей. То есть 200 мы задали ширину, 5 пикселей слева и справа получается 210, и плюс по одному пикселю слева и справа получается 212. То есть пэддинги и бордеры влияют на размеры нашего блока, в отличие от аутлайнов. То есть аутлайн не влияет на размеры вашего блока и идет за его, так скажем, пределами. Давайте мы вот в текстовом поле как раз-таки и используем outline для примера. Так, для примера найдем вот форму текст-арея и здесь пропишем с вами outline. Outline, синтаксис в принципе такой же. Мы указываем толщину нашей обводки 1 пиксель, потом указываем тип сплошной и здесь, например, выберем цвет красный, чтобы ее хорошо было видно. И мы с вами увидим вот такую красную обводку вокруг нашего элемента. То есть мы видим, что обводка появляется вокруг элемента, и она не влияет на его размеры. Мы можем ее увеличить в размерах 5 пикселей, и мы увидим, что она идет за пределы нашего элемента, то есть не влияет вообще никак, как бы находится таким отдельным, как, скажем, не знаю, свечением, что ли, просто обводка, не влияющая на размеры этого блока. Опять же, здесь типы те же самые, как и у границ, размеры те же самые указываются, как и у границ, и цвет точно так же указывается, как и у бордера. Но здесь еще есть такой момент, еще есть одно свойство, которое называется outline offset. Это отступ вашей границы от элемента. Например, мы укажем здесь 5 пикселей. Сейчас у нас наша обводка начинается с краев нашего элемента, но если у нас указан outline offset, то у нас эта обводка будет иметь отступ от элемента в 5 пикселей и начинаться только вот в этом диапазоне. То есть теперь мы видим, что у нее есть отступ. Также мы можем отступ делать отрицательный, чтобы наша обводка пошла внутрь элемента. Как мы видим, она перекрыла бордер и пошла вовнутрь элемента. Если мы сделаем больше, она идет как бы дальше. Но опять же,
Так делать можно, но смысла никакого в этом нету. Вот такие отличия аутлайна и бордера. Также свойства outline мы можем задавать по отдельности, то есть здесь нету для разных сторон, во-первых. То есть у нас нету outline top, outline bottom и так далее. Здесь просто outline вокруг всего элемента обводка. И также мы можем, например, задать эти параметры по отдельности. Например, мы хотим с вами отдельно задать outline width, толщину нашей обводки, например, 5 пикселей. Потом мы хотим с вами отдельно задать outline style, например, dotted возьмем. И, например, мы хотим с вами отдельно задать outline color, например, красный. Так мы делать с вами можем. Но для отдельных сторон мы такую обводку с вами сделать не сможем. Вот как-то так. Также данный outline используется по умолчанию для наших инпутов, для текстовых полей. Помните, мы при фокусе outline убирали, то есть мы при фокусе делали outline 0. 0 либо none. Вот это та самая обводка outline, которая используется в текстовых полях, в селектах, в принципе, при фокусе. Вот, и мы можем ее внешний вид менять. Ну что ж, в принципе, с этим тоже, я думаю, понятно. Теперь давайте с вами поговорим про шрифты еще раз. У нас есть такие свойства, как font family, font size, font weight, font style, и мы их записываем по отдельности. Но мы можем с вами записывать их все вместе, опять же, используя одно свойство. Свойство называется font. И здесь нужно указывать обязательно два параметра. Это размер шрифта и сам шрифт. Если мы с вами запишем так, то мы получим с вами такую же картину, как если бы мы записывали по отдельности. То есть фонд – это сокращение для всех остальных свойств, которые имеют префикс фонд. Font family, font size, font weight, font style и так далее. То есть мы можем записать так, сокращенно, используя одно свойство, разделяя значения пробелами, и мы получим с вами то же самое, что и было до этого. Но здесь мы можем добавить также, например, если мы хотим сделать наши буквы полужирными, можно написать здесь bold. Перед значением размера шрифта пишем bold. Текст стал жирным. Хотим добавить италик, пишем еще, добавляем италик, bold италик. То есть мы можем здесь добавлять значения font weight и font style. Также мы можем добавить line height, то есть межстрочный отступ для нашего текста, добавив здесь слэш и написав здесь размер межстрочного отступа, например, 1,5. Давайте посмотрим, мы видим, у нас текст строка стала толще, у нас текст отодвинулся. Если мы посмотрим через инспект элемент, мы видим, что у нас вот такая запись есть. И теперь мы можем, например, сделать line height больше. Мы видим, у нас строка становится больше. Вот, и меняется межстрочный отступ. То есть таким образом мы можем с вами сокращать тоже запись. Если вам вдруг нужно, например, задать много разных свойств, задать там фонд, поменять font family, font weight, font style, font size, то вы можете использовать такую сокращенную запись, но здесь нужно запомнить порядок. То есть сначала указываете стилистику, то есть font style, font weight, потом указываете размер шрифта и line height, если нужен. Если не нужен line height, вы можете его опустить, и в конце пишите уже сам шрифт. Вот это что касается фонта и его сокращенной записи. Теперь давайте с вами еще поговорим про text decoration. У нас есть text decoration, которым мы, например, подчеркиваем текст снизу. Давайте, например, поработаем с этим заголовком. Поэкспериментируем на нем немножко. Так, вот наш заголовок. Так, title. И давайте мы с этим заголовком поиграемся. Так, найдем при помощи поиска title. И, например, мы хотим ему задать подчеркивание снизу. Мы пишем с вами text decoration underline. Но мы также можем одновременно подчеркнуть и текст сверху, задав второй параметр overline. И тогда текст у нас будет подчеркнут и сверху, и снизу. Давайте посмотрим. Мы видим, у нас и сверху, и снизу есть подчеркивание. Если мы хотим зачеркнуть и подчеркнуть, то пишем здесь line throat и underline. То есть два параметра у нас спокойно принимает значение свойства text decoration. Также мы можем использовать три параметра, но для других целей. Например, мы хотим поменять вообще нашу обводку. То есть мы хотим подчеркнуть элемент, то есть текст снизу, но чтобы не сплошной линией, а, допустим, точками. И чтобы не цветом текста, а, например, другим цветом. Для этого мы можем с вами использовать три параметра. И здесь указываем, например, тип. Мы хотим подчеркнуть текст снизу, например, точками. Пишем dotted. Потом мы хотим его подчеркнуть снизу, пишем underline и пишем цвет, например, красный.
Давайте посмотрим. У нас получится, что наш текст подчеркивается снизу точками красным цветом. Но будьте внимательны и осторожны, потому что такая запись не во всех браузерах работает. В современных, в принципе, работает, но какие-то браузеры могут не поддерживать данное свойство, поэтому обычно вы можете в практике встретить, что используется просто text decoration underline без других каких-то параметров. Поэтому будьте здесь аккуратны. Но если вы хотите поэкспериментировать, такая возможность есть. Задать, например, границу другого типа, то есть подчеркивание другого типа. Если мы хотим использовать просто тип подчеркивания и что мы подчеркиваем снизу либо сверху, то мы можем так и оставить, то есть без значения цвета. Также мы можем каждое свойство задавать по отдельности, то есть text decoration это, так скажем, сокращение для 3 свойств. Text decoration color, цвет нашей подчеркивания, text decoration line это тип подчеркивания и, точнее, что мы подчеркиваем снизу, сверху, либо зачеркиваем, и text decoration style это тип подчеркивание. То есть давайте разберем с вами по порядку. Например, мы хотим задать text decoration style dashed, потом text decoration сделать саму линию, например, сверху, overline пишем, и text decoration color мы хотим сделать, например, какую-нибудь синюю, color, например, blue. То есть это такая длинная запись. Text decoration это сокращение от 3 этих свойств. Давайте посмотрим. У нас получается сверху полосочками синее подчеркивание. Меняем здесь на underline. Получаем с вами снизу подчеркивание черточками. Можем убрать цвет. Получим цвет текста такой же, как у цвет текста. Но опять же, обычно в практике такое вряд ли увидите. Может быть в редких случаях. Возможно, чем дальше, тем это будет чаще появляться на сайтах. Но пока что обычно используется просто text decoration, либо underline, либо ничего. Как бы вот и все. Вся история. Но для общего развития вам, конечно же, это будет знать полезно. Поэтому, если увидите, не пугайтесь, это все вы теперь уже знаете. Ну что ж, в принципе, на этом все. Мы с вами разобрали много интересного. Теперь вы еще больше знаете CSS и знаете много новых интересных свойств. Ну что ж, на этом все. Увидимся с вами в следующем видео. В этом видео давайте с вами сделаем какую-нибудь форму регистрации, чтобы закрепить материалы по формам. Ну и также закрепим все, что мы с вами тоже проходили, еще раз. Так, ну что ж, давайте мы с вами в папке практики сделаем еще одну папку с названием форм. И здесь мы поработаем с формами. Давайте мы откроем brackets. Опять же, сделаем индексный файл, index.html. Index.html. Здесь сделаем документ, то есть скелет документа. Doctype.html. Пишем все ручками, опять же, чтобы это все запоминалось. HTML, head. В head мы пишем с вами meta-tag. Так, meta-tag charset UTF-8. Кодировку указываем. Потом пишем tag title. Указываем заголовок. Например, мы с вами сделаем форму регистрации. Давайте в заголовке напишем регистрация. Регистрация, и давайте мы с вами сделаем тег body, в котором будем писать код. Ну вот, в принципе, все, как мы видим, 20 секунд и скелет документа готов. Так, теперь давайте мы с вами сделаем файлик под названием style.css, который мы подключим в индексном файле. Пишем тег link. Link здесь указываем атрибут rel, выбираем style sheet и пишем атрибут href, в котором указываем название файла style.css. Все у нас есть HTML файл и есть CSS файл. Давайте мы его откроем здесь в правой колонке, чтобы нам было так удобно. Все хорошо видно. Слева HTML, справа CSS. Окей, давайте мы с вами сделаем форму регистрации. И давайте мы с вами сделаем div, который обзовем, например, auth. Так вот, auth. То есть это от английского сокращения авторизация, аутентификация, да, по-русски как бы звучит. Ну вот пишем auth для вот просто сокращения и в принципе для вот таких страниц, для таких блоков, где у вас связано как-то с регистрацией, с логином. В принципе название auth подходит хорошо. Окей, давайте мы теперь перейдем в CSS и давайте застилизуем тег body первым делом. Пропишем, что у него будет margin 0, опять же. Убираем стандартные отступы по умолчанию, которые браузер выдает данному тегу. И пропишем с вами font family Arial sans serif. Arial sans serif.
Также пропишем сразу размер шрифта по умолчанию 15. И давайте пропишем цвет текста по умолчанию 1.2, это черный цвет. И пропишем опять же line height, межстрочный отступ 1,5. То есть не пикселя, а просто 1,5. В принципе, все мы с вами сделали. Также можем сразу покрасить наш body в какой-нибудь цвет. Например, покрасим с вами в темно-синий какой-нибудь. Давайте мы подберем здесь цвет. Подберем какой-нибудь темно-синий, такой вот цвет. Давайте посмотрим, откроем данную страницу в браузере. Так, у меня открылась в другой вкладке. Вот наша страница. Мы видим просто пустая страница с темно-синим фоном. Теперь давайте мы поработаем с нашим тегом auth, с классом auth. И давайте мы здесь сделаем комментарий, что мы будем здесь работать с этим блоком. И давайте мы зададим ему размеры. Например, сделаем его шириной в 300 пикселей. 300 пикселей. И background color у него будет белый. Так, background color. Выбираем белый. Давайте также сразу добавим ему внутренние отступы, пэддинги. Пишем пэддинг 20 пикселей, чтобы содержимое этого блока не прилипало к границам этого блока. Давайте посмотрим. У нас появляется вот такой вот блок. Давайте мы его выровняем по горизонтали по центру. Для этого мы с вами используем margin. Например, сверху и снизу добавим по 20, слева и справа сделаем авто, чтобы выровнять по центру. Давайте посмотрим. Вот у нас появляется такой блок, в котором мы с вами сейчас будем работать. Сделаем форму. Давайте мы с вами сделаем сначала заголовок. Например, возьмем тег h1 и придадим ему класс, например, auth title. Так, я уже что говорю, то и пишу. Например, h1, да, я уже сказал h1. Так, и класс у него будет auth title. Здесь напишем регистрация. Давайте мы данный тег застилизуем. Копируем название класса. Переходим в CSS, пишем стили. Давайте мы его сделаем, например, font size пропишем 20 пикселей. Цвет текста пропишем опять же черный, 1.2. Либо можем подобрать какой-нибудь другой цвет текста, чтобы он был красивый, наш заголовок. Например, какой-нибудь красный. Возьмем такой. И давайте выровняем заголовок по центру. Для этого используем текст align center. Давайте посмотрим. У нас появляется вот такой заголовок. Давайте мы уберем отступы у этого заголовка сверху и снизу, слева и справа. Точнее, просто пропишем margin 0. Но снизу давайте мы немножко отступа добавим, чтобы у нас наша форма, которая будет идти после нашего заголовка, не прилипала к заголовку. Для этого мы пропишем с вами margin снизу 15, допустим. То есть сверху мы уберем, слева и справа у нас так не было, но все равно прописываем здесь 0. И снизу добавляем 15 пикселей отступа. У нас получается вот как-то так. Давайте я сделаю зум, потому что у нас формочка небольшая. В принципе, можно ее увеличить при помощи зума, чтобы вам лучше было видно. Так, вот наша форма есть. Теперь давайте мы поработаем с тегом формы. Пишем тег form. Тег form, добавим атрибут action. И добавим атрибут с вами метод. Выберем post. Теперь давайте мы с вами будем здесь делать поля для ввода данных. Давайте мы с вами сделаем input для ввода данных. Input. И, например, у нас это будет текстовое поле, type text, в котором мы будем с вами писать имя. То есть при регистрации указываем имя. Давайте мы пропишем атрибут placeholder, в котором напишем ваше полное имя. Также мы с вами добавим атрибут name, в котором укажем название этого поля. Опять же, name укажем, потому что это имя. Давайте посмотрим, у нас появляется вот такое вот поле для ввода данных. И теперь давайте мы его застилизуем. Давайте мы уменьшим размеры нашей формы, сделаем ее 300 ровно. То есть у нас сейчас получается ширина 300 плюс пэддинги 20 со всех сторон. Получается 340. Давайте мы в сумме сделаем, чтобы наша форма была 300. Для этого мы от нашей ширины отнимем 40. То есть пэддинги слева и справа дают 40, поэтому пропишем здесь 260. Так, и теперь давайте мы застилизуем наш input. Давайте мы ему пропишем класс input. И давайте мы с этим классом поработаем. Давайте мы здесь сделаем новый блок под названием input. И давайте мы застилизуем наш input.
Как мы видим, по умолчанию, давайте посмотрим, у нас input имеет какие-то размеры. Если мы посмотрим здесь, то мы видим, что у него куча разных здесь свойств. Вот, очень много разных свойств. Видим padding, видим какую-то границу. Также видим, что он inline блочный элемент, и у него есть небольшие размеры. Давайте посмотрим, сколько. Примерно 130 пикселей по умолчанию. Если мы сделаем данный элемент блочным, пропишем display блок, то по идее должен элемент стать на всю ширину нашего блока, потому что блочные элементы занимают всю ширину блока. Но если мы input делаем блочным элементом, то все равно он остается таких размеров, потому что у него есть какой-то вот размер, установленный браузером по умолчанию. Поэтому нам нужно прописывать этот самый размер. И давайте мы с вами пропишем. Размер для него у нас получается место для контента, то есть у нас размер блока 300, но место для контента меньше, 260 мы видим, да, вот место для содержимого. Поэтому давайте мы ему пропишем, опять я Photoshop запустил, как в прошлом видео по практике. Так, пропишем ему размер, ширина, пропишем 260, то есть равный размеру содержимого. Давайте посмотрим, у нас наше поле вытягивается. Давайте мы пропишем ему внутренний отступ, чтобы нам было содержимое проще вводить, то есть чтобы все это не прилипало друг к другу. Пропишем внутренний отступ для нашего инпута и пропишем его, например, сверху и снизу по 8, слева и справа, например, по 15 пикселей. Давайте посмотрим. Так, теперь я запустил консоль. Отлично, промахиваю с утра. Как мы видим, у нас поле стало таким широким. Давайте мы уменьшим слева и справа, сделаем поменьше. У нас получается поле такое. Оно вылезает, потому что у нас опять же пэддинги влияют на размер нашего инпута. Это все суммируется, получается вот такая вот картина. То есть не очень удобно. В дальнейшем вы узнаете, как сделать этот алгоритм подсчета размеров более удобным. Это мы с вами чуть позже разберем. Окей, хорошо. Давайте мы с вами также добавим границу. Поменяем стандартную границу нашего инпута. Пропишем здесь border 1 пиксель сплошную и, например, какой-нибудь серый цвет выберем CCC. Допустим. Давайте посмотрим. Вот наша граница теперь такая. Так, теперь как нам сделать размер инпута меньше? Нам опять же нужно здесь немножко посчитать. То есть у нас получается сейчас 282 пикселя в ширину получается данный блок input. Нам нужно его уменьшить, чтобы он вмещался в размеры нашего блока 260, то есть в размеры контента. Поскольку у нас пэддинги увеличивают размер блока, плюс бордеры тоже увеличивают размер блока, нам нужно это все учитывать. То есть у нас пэддинг слева и справа по 10, в сумме 20. Бордер слева и справа по 1, в сумме еще 2. То есть 22 пикселя нам нужно отнять от этой ширины. То есть здесь мы с вами прописываем 238 пикселей. И получаем с вами нормальный размер инпута, который ровно влезает в размеры содержимого данного блока ALF. То есть теперь у нас размеры инпута такие, какие нам нужны. Также для инпутов мы не забываем с вами прописывать font family, поскольку у инпутов, у селектов, у текстарей, у кнопок по умолчанию в браузере свой шрифт используется, поэтому мы должны с вами прописывать font family для нашего инпута. Пишем font family и опять же можем использовать ключевое слово inherit, что значит наследовать у родителя. То есть у нас самый главный родитель наш, body, у него есть font family Arial и в принципе input наследует это значение. Теперь наш шрифт в инпуте будет Arial использоваться. Как мы видим, немножко поменялся шрифт. И также мы с вами пропишем размер шрифта, font size, возьмем 15 пикселей, как у нашего тега body. Вот теперь все у нас как надо. Окей, это мы с вами сделали. У нас есть поле для ввода данных. Мы можем здесь вводить какой-то текст. Давайте при фокусе мы будем менять цвет границы. То есть, когда мы находимся в поле, мы будем с вами менять цвет границы. Для этого мы с вами используем псевдокласс focus. И, например, мы с вами уберем, во-первых, аутлайны, которые по умолчанию у браузера пропишем outline none, либо outline 0, то же самое. Убираем outline, эту подсветку внешнюю. И давайте мы поменяем цвет нашей границы, border color изменим на какой-нибудь светло-синий, допустим, да. Давайте вот выберем здесь какой-нибудь светло-синий цвет, ну какой-нибудь такой, допустим. Даже получается такой цвет волны морской. Ну вот получается как-то так. Мы находимся в поле, мы видим теперь цвет нашего бордера поменялся. Отлично, теперь давайте мы с вами сделаем еще один input ниже.
Например, здесь мы будем с вами вводить e-mail. Для e-mail мы выбираем тип поля e-mail. Имя пишем тоже e-mail, поскольку это поле для ввода e-mail. И здесь пишем, например, ваш e-mail. Ваш e-mail. Давайте посмотрим. У нас появляется второе поле, и оно идет впритык к нашему инпуту. Для того, чтобы нам разделить инпуты, мы с вами сделаем еще один div, в который обернем наши инпуты. Как бы можно было, в принципе, прописать для инпутов margin bottom, допустим, 15 пикселей, но тогда, в принципе, не очень получится гибко в том плане, что у нас также будут селекты находиться в нашей форме, у нас будут находиться чекбоксы в нашей форме, которые тоже нужно будет отделять друг от друга. Поэтому проще обернуть наши элементы формы в какой-нибудь div, например, div с классом formGroup, в котором у нас будет находиться какой-то элемент формы, либо input, либо select и так далее. И мы просто для этого formGroup класса зададим отступ снизу, и у нас теперь все время будет отступ снизу друг от друга этих элементов. То есть мы, в принципе, здесь можем с вами добавить какой-нибудь класс, то есть не какой-нибудь класс, а класс с названием formGroup. Можем отдельную группу не делать с комментарием. И просто здесь пропишем margin bottom 15 пикселей. И теперь у нас каждый input, либо select, либо текстовое поле, либо там чекбокс будет находиться в этом блоке formGroup, и у него будет отступ от других элементов. Как мы видим, у нас теперь все красиво. Окей, у нас есть два поля для ввода, имя, e-mail. И давайте мы с вами сделаем еще одно поле. Например, мы также попросим человека ввести номер телефона. Скопируем нашу группу с элементом input. Здесь меняем для телефона, используем тип tel. Здесь также имя можем написать либо там tel, либо phone, как вам угодно. Так, и здесь пишем ваш номер телефона. Ваш номер телефона. Давайте посмотрим. У нас появляется третье поле. Теперь давайте мы сделаем еще поле, в котором попросим человека ввести пароль. Используем тип password для ввода пароля password. Здесь пишем в placeholder придумайте пароль. И имя придаем ему password. То есть имя, пароль. У нас появляется поле для ввода пароля. Отлично работает. Теперь давайте мы сделаем еще одно поле с паролем, в котором нужно будет подтвердить пароль. То есть обычно, когда вы регистрируетесь на сайте, вас просят ввести пароль дважды, чтобы подтвердить пароль, чтобы вы не ошиблись. Так, и здесь опять же тип у нас password. Имя давайте мы поменяем на password confirm, подтверждение пароля. И давайте здесь напишем повторите пароль. Давайте посмотрим. У нас появляется еще одно поле повторите пароль. Отлично. Так, теперь давайте мы с вами сделаем select для выбора, например, города. Опять же, используем formGroup, в котором будем разместим select. То есть тег select. Так, select. И здесь пишем имя, например, city. Выбираем город. И у нас здесь, получается, будут options для выбора. Tag option. Например, выбираем город либо Рига, либо, например, выберем город Daugavpils. Также у тега options есть атрибут под названием value. Он, в принципе, есть у любого элемента формы, в котором мы задаем значение, которое будет передаваться программистам. То есть, если человек выбрал Рига, то программисту, например, передастся значение Рига в таком формате. Либо, например, для Daugavpils мы с вами хотим передать программисту такое значение Dapils, допустим, да? То же самое для инпутов. Здесь можно использовать какие-то предустановленные значения. Например, если у вас в поле сразу будет поставляться какое-то имя. Например, здесь мы напишем атрибут value и укажем, например, здесь Дмитрий напишем, то данное значение Дмитрий будет сразу находиться в поле, прям написано, то есть нам нужно будет его удалять. То есть таким образом мы можем с вами добавлять какие-то значения, которые будут сразу в инпуте находиться, но нам в данном случае данный атрибут не нужен со значением value. Давайте мы его уберем. Окей, у нас есть select, но он сейчас маленький, давайте мы его увеличим. Придадим класс нашему селекту. Пишем класс и пишем ему, например, название select этому классу. Давайте мы здесь сделаем новый блок, в котором будем стилизовать данный select. Давайте мы его сделаем блочным элементом, display блок.
И пропишем размеры такие же, как у инпута. В принципе, padding можем такой же задать. И border, и то же самое с font family, font size. В принципе, можем вообще все скопировать, то, что находится у инпута. Копируем сюда. Давайте посмотрим. У нас получается вот такой вот input. Но поскольку у инпута не работают пэддинги, как мы видим, да, то есть пэддинги не реагируют на размеры нашего блока, мы давайте увеличим по размеру наш select, пропишем здесь на 20 пикселей больше, то есть пропишем 258. Давайте посмотрим. Теперь, в принципе, select по размеру такой же. Так, давайте мы пропишем также высоту для нашего селекта, то есть у нас есть input, у них есть высота 35 пикселей. Давайте мы такую же высоту пропишем для нашего селекта, потому что у селекта, как мы видим, пэддинги не влияют на размеры. Так, и теперь у нас получается вот такой вот селект для выбора города. Окей, теперь давайте мы пропишем с вами при фокусе, опять же, на select, мы уберем outline и поменяем цвет границы. То есть скопируем данный селектор и, в принципе, поменяем здесь название класса. То есть теперь при фокусе на select мы выбираем город. Мы видим, у нас граница меняет свой цвет. Вот. И также мы замечаем, что, в принципе, у селектов тоже толщина границы не влияет на размер блока. То есть мы видим, здесь есть небольшая разница в пикселях. Поэтому мы, в принципе, для селекта можем прописать 260. Как мы видим, граница не влияет на select, то есть на его размеры. Окей, это мы с вами сделали. Также мы видим, у нашего селекта есть по умолчанию background color, такой серый. Давайте мы пропишем, что у селекта должен быть background color белый, то есть как у наших полей. Для надежности мы можем также прописать background color белый для инпутов, чтобы в случае, если мы поменяем цвет фона для нашего блока alf, у нас не поменялся цвет инпутов. То есть если мы поменяем у блока alf сейчас цвет фона, выберем другой, то у инпутов останется цвет фона белый, что в принципе правильно. Ну вот у нас такая форма получается теперь. Окей, нам осталось сделать какой-нибудь чекбокс. Давайте мы с вами сделаем новую группу form group. И сюда мы занесем с вами input с типом checkbox. Давайте мы ему придадим имя, например, rules, правила, rules, и пропишем ему ID rules. Для связки с лейблом мы сейчас будем использовать с вами tag label для связки. Здесь указываем, что данный лейбл, он будет относиться именно к этому инпуту с ID rules. Указываем здесь ID. И здесь пишем, например, принимаю условия пользования. Давайте посмотрим. У нас появляется чекбокс. Если мы нажимаем на наш лейбл, в котором находится текст, мы видим, что у нас отмечается чекбокс. То есть так гораздо удобнее отмечать чекбоксы, когда у нас есть связка лейбла с чекбоксом. Поэтому советую делать всегда так. И теперь нам осталось добавить кнопку. Давайте мы даже без группы сделаем с вами кнопку, потому что это, в принципе, последний элемент. У нас снизу ничего больше не будет, то есть никаких других элементов, поэтому мы можем использовать кнопку без группы, потому что у группы у нас просто отступ снизу. И здесь, например, напишем «Готово». Готово. Используем тип для кнопки Submit, для отправки формы. И давайте класс пропишем, например, button, просто btn сокращенно. И давайте мы с вами сделаем новый раздел, в котором мы будем стилизовать эту самую кнопку button. И давайте мы поработаем с кнопкой. Так, опять же, нам нужно убрать стандартную стилизацию нашей кнопки, поскольку у кнопки тоже font family другой и размер шрифта тоже другой. Мы с вами используем font family inherit и font size 15 пикселей. Давайте посмотрим, появляется кнопка. Давайте мы ее сделаем на всю ширину нашего блока, поэтому мы опять же кнопку сделаем блочную, display блок, и пропишем ей ширину, например, 260 пикселей, да? Ширина нашей кнопки. Давайте посмотрим. Вот наша кнопка теперь такая. Давайте мы уберем у нее border по умолчанию, который есть у браузера. Border 0 пропишем. И поменяем фоновый цвет. Background, color выберем какой-нибудь зеленый. Давайте выберем зеленый цвет. Какой-нибудь, ну, например, такой. Давайте посмотрим. Вот теперь наша кнопка такая. Давайте мы для кнопки добавим пэддинги сверху и снизу, и также слева и справа. Так, добавим пэддинги
сверху и снизу, например, по 10, слева и справа, например, тоже по 10. То есть со всех сторон мы сделаем по 10 пикселей внутренний отступ. Давайте посмотрим. Вот теперь кнопка такая. Поменяем цвет текста, сделаем его белым, чтобы он лучше смотрелся на фоне зеленым. FFF, давайте посмотрим. Теперь кнопка вот такая. И давайте при наводе на кнопку мы поменяем с вами цвет фона, сделаем более темный зеленый и поменяем курсор на поинтер, который символизирует нажатие. Давайте мы с вами пропишем при наводе на кнопку. Мы с вами хотим поменять цвет фона, background color, на более темный зеленый. Давайте мы сначала поставим данный цвет. И уже исходя из этого цвета мы подберем более темный зеленый. То есть сделаем чуть вот так вниз. Окей, сохраняем. И мы хотим с вами сделать курсор pointer, то есть который символизирует нажатие на кнопку. Давайте посмотрим. Наводим на кнопку, у нас цвет фона меняется, а курсор становится поинтером. Также можем добавить при фокусе убрать outline. Мы видим при фокусе у нас есть outline. Давайте мы при фокусе у кнопки уберем outline. Так, фокус outline пропишем 0. Так, и также при фокусе давайте мы будем тоже менять цвет фона, поэтому мы можем здесь через запятую указать, что мы при фокусе тоже хотим менять цвет фона, чтобы когда мы перемещаемся по нашим элементам формы при помощи таба, мы с вами также подсвечивали кнопку, что сейчас мы находимся именно в ней. И также, например, на момент нажатия мы можем сделать еще более темный цвет фона. Сделаем с вами pseudo-class active. Это именно момент нажатия. И возьмем цвет фона, который при наводе, и сделаем его еще более темным. Вот таким вот. То есть теперь у нас получается, мы наводим на кнопку, цвет фона меняется. Нажимаем на кнопку, цвет фона еще больше меняется. Отлично. В принципе, наша форма готова регистрации. Давайте я сделаю зум 100%. И вот форма получается вот такая. В принципе, довольно-таки симпатичная получилась у нас форма. Ну что ж, в принципе, на этом все. Мы с вами сделали форму регистрации. Таким же образом вы можете сами сделать еще форму, допустим, авторизации, то есть где человек заходит в личный кабинет, например, вводит свой логин, либо там e-mail и пароль. Ну, в принципе, там тоже все будет просто, там даже делать, в принципе, особо нечего. Мы можем скопировать эту страницу. Давайте я вам покажу, как это происходит. Например, мы хотим еще с вами сделать форму входа в личный кабинет, login.html, сделаем страницу. И просто берем, копируем то, что находится у нас в этом файле. Полностью копируем, вставляем сюда. Здесь пишем вместо регистрации, например, вход. Заголовок меняем тоже на вход. И для входа нам нужно ввести, например, свой e-mail. Удаляем все, кроме e-mail. И нам нужно ввести также пароль. Удаляем все, кроме пароля. И оставляем кнопку. Так, здесь мы пишем ваш e-mail и здесь пишем ваш пароль. У нас получается вот такая коротенькая страница. Давайте мы ее откроем. Напишем здесь логин HTML. И мы видим, у нас появилась форма для входа, где мы пишем e-mail и пишем пароль. В принципе, все. Таким образом, мы можем с вами делать формы в одном стиле. То есть нам, в принципе, нужно главное сделать стилизацию для наших элементов форм. Потом мы можем их переиспользовать на разных страницах в одной стилистике. Вот, в принципе, так происходит работа. Ну и можем текст поменять на другой. Например, здесь напишем не готово, а, например, войти. Пишем войти. И у нас получается вот такая вот формочка. Ну что ж, в принципе, на этом все. Надеюсь, вам было понятно. Вы стали больше понимать, как использовать элементы форм при верстке сайтов. На этом все. И в следующем видео мы с вами продолжим. В этом видео мы с вами будем говорить про позиционирование. Позиционирование – это довольно-таки сложная тема, но если вы сейчас сконцентрируетесь хорошенько и будете впитывать информацию, которую я вам буду говорить, вы эту тему легко освоите. Окей, давайте мы с вами приступим, и сейчас максимальное внимание. Давайте мы с вами сделаем файлик под названием position.html. Здесь мы с вами сделаем скелет документа, опять же, по традиции. Так, делаем скелет документа.
Закрываем тег body, закрываем тег HTML. И здесь мы напишем с вами заголовок страницы позиционирование. Позиционирование элементов. Вот так вот. Позиционирование элементов. И давайте мы с вами сделаем какой-нибудь элемент под названием, опять же, это будет просто div, и у него будет название, например, square, квадрат. Давайте мы данный квадрат застилизуем в нашем файле style.css, где-нибудь здесь. Напишем square, квадрат. Так, и напишем для него некие стили. Допустим, мы сделаем его 50, ширина будет 50 пикселей, и высота будет тоже 50 пикселей. И давайте мы ему зададим какой-нибудь background color. Так, background color. Так что я промахиваюсь. Напишем, например, черный какой-нибудь. У нас получается квадратик в нашем документе черного цвета. Давайте посмотрим. Откроем с вами файл, который называется position. И у нас получается вот такой вот квадратик на фоне. Давайте мы с вами уберем фон у нашего документа, у нашего тега body. Уберем данный фон с картинкой и сделаем просто background белого цвета. И также по умолчанию у тега body есть отступ внешний, margin. Как мы видим, по этой схеме у body есть этот margin 8 пикселей по всем сторонам. Поэтому давайте мы данный margin сбросим, напишем у body margin 0. Давайте посмотрим. Теперь у нас наш квадратик находится в левом верхнем углу. То есть он находится вот в этом углу, и в принципе здесь его изначальная позиция. Но что если мы хотим данный квадратик переместить в другую позицию, например, расположить его в левом нижнем углу? Как мы это с вами можем сделать? Давайте мы с вами перейдем к селектору square, который мы с вами создали, и напишем ему свойство position со значением absolute. Пишем absolute, сейчас посмотрим, у нас ничего не поменяется. Но теперь, когда у нас элемент позиционирован абсолютно, мы можем ему менять позицию при помощи свойств top, right, bottom, left. То есть у нас есть 4 свойства, которые отвечают за сдвиг элемента в нужную нам позицию. Если мы пишем свойство top и пишем здесь в пикселях какое-то значение, например, 50 пикселей, то наш элемент от верхней точки сдвинется вниз на 50 пикселей. Давайте посмотрим. Мы видим, наш элемент сдвинулся. Если мы пропишем здесь значение left, то мы его сдвинем от левой позиции вправо. То есть у нас будет отступ слева для этого элемента. Если бы мы с вами не указывали бы position absolute, у нас его бы не было, то эти свойства бы просто-напросто не работали, потому что они работают только если у нас есть позиционирование абсолютное и другие значения, о которых мы с вами скоро поговорим. Окей, то есть таким образом мы можем с вами менять позицию элементов на странице. Позиционирование используется для сложных элементов сайта. Например, у вас есть какое-нибудь модальное окно, то есть такое всплывающее окно, я наверняка уверен, вы с ним сталкивались, то есть вы зашли на какой-нибудь сайт, вам выскакивает такой баннер поверх всего сайта, там написано у нас скидки сегодня, и есть крестик, который немножко вылезает за пределы этого баннера, либо какой-то еще элемент вылезает за пределы баннера, там кнопка какая-то, да, это все вот позиционируется относительно этого окна и сдвигается при помощи свойств top, right, bottom, left. То есть это используется именно для таких вот случаев, когда вам нужно какой-то элемент расположить в необычном месте. Но опять же, мы с вами пример разберем, когда вот сейчас познакомимся с теорией позиционирования, потом мы будем с вами разбирать какой-нибудь более-менее реальный пример, мы с вами это все разберем. Сейчас вам главное понять саму суть. Так, окей, мы можем с вами позиционировать элементы относительно нашей страницы. То есть если у нас элемент находится сейчас просто вот в теге body, мы позиционируем его относительно нашей всей страницы. Мы можем также с вами прописать, например, если мы хотим, опять же, как я сначала сказал, вниз, влево, то мы можем с вами сделать так, написать не топ 50, например, bottom 0, у нас элемент будет внизу, например, left 0, у нас элемент будет внизу, в левом краю. Если мы напишем, например, top 0, right 0, то у нас элемент будет где? Элемент будет справа, сверху, вот здесь вот. Если мы напишем bottom 0, right 0, то элемент будет здесь, в этом углу, в правом нижнем углу. Теперь давайте разберем с вами ситуацию, когда элемент находится
каком-нибудь элементе его нужно позиционировать относительно этого элемента. Давайте мы с вами сделаем еще один div. Например, сделаем здесь square, или давайте сделаем с вами класс под названием model. То есть модальные окна называются обычно model классом. Это такое всплывающее окно, которое вы видите как бы перед вашим всем сайтом. То есть вы видите только его и ничего больше не видите. И у вас есть крестик, чтобы закрыть его. Это называется модальное окно. И давайте мы с вами данный класс застилизуем и сделаем его немножко другим. То есть мы с вами здесь напишем, например, model вместо square. И давайте мы пропишем стили для нашего модального окна. Например, он будет шириной 500, width 500, высотой, допустим, 200. И, допустим, background color у нас будет какой-нибудь, серый цвет, опять же. Возьмем какой-нибудь серый цвет. Давайте посмотрим. У нас появляется вот такое вот окошко небольшое. Давайте мы его сделаем повыше по высоте. И давайте мы выровняем его по центру страницы при помощи свойства Margin. Сверху и снизу сделаем по 20, чтобы был небольшой отступ от браузера сверху. И слева и справа мы делаем авто. То есть это уже вам, в принципе, все должно быть знакомо. Так, и у нас есть квадрат, который находится в этом элементе. Но мы видим, у нас квадрат находится в элементе model, но почему-то он при помощи свойств bottom 0, right 0 все равно позиционируется относительно нашей страницы всей. То есть мы видим, что элемент находится здесь, а не в правом нижнем углу нашего элемента model. Как нам это сделать, чтобы данный элемент позиционировался относительно нашего элемента model, находился вот здесь вот? Для этого есть у нас относительное позиционирование, и мы его прописываем для нашего элемента model. То есть если мы хотим, чтобы элемент square позиционировался относительно этого элемента, нам нужно задать ему позиционирование position relative, то есть относительное. И теперь данный элемент будет позиционироваться относительно этого элемента, в котором он находится. То есть, в принципе, элемент с position absolute, он ищет ближайшего к себе родителя с position relative. Если он его не находит, то он будет позиционироваться относительно всей страницы вашей. Поскольку сейчас у нас есть у нашего модального окна position relative, наш квадратик позиционируется относительно этого окна model. Теперь мы можем его позицию менять относительно этого окошка и двигать его в нужные позиции, которые нам угодно. Например, вот здесь вот разместим его. Если мы хотим, чтобы элемент немножко вылез за пределы этого модального окна, то мы с вами используем отрицательные значения. Например, если мы пишем топ-10, то мы смещаемся по оси Y вниз. Если мы напишем топ-10, то мы будем смещаться по оси Y вверх. То же самое и с свойствами left, right. То есть если мы смещаем на 10 пикселей свойство right, то наш элемент сдвигается по оси Y влево, то есть от правого края. Если мы пишем минус 10, то наш элемент сдвинется вправо, то есть в обратную сторону. И теперь наш элемент немножко вылезает за пределы нашего модального окна. И если вы вдруг представите, если у вас хорошее воображение, то представьте, что здесь написано скидка 50%, там какая-нибудь картинка, кнопочка «Купить сейчас», и это крестик, который чуть вылезает за модальное окно, которое вы нажимаете, на которое вы кликаете, и окно закрывается. То есть я надеюсь, вы такое встречали на том же Алиэкспрессе, и, в общем-то, везде можно это встретить. И давайте мы с вами, немножко добавим здесь текста. Например, мы с вами сделаем здесь h2 заголовок с классом, например, model title, и напишем здесь модальное окно. Давайте посмотрим. У нас появляется здесь текст. Давайте добавим для модального окна здесь немножко отступа внешнего, то есть внутреннего. Так, пропишем пэддинг и, допустим, 15 пикселей. У нас будет вот такое модальное окно, у него есть небольшой отступ, и давайте мы у нашего model title уберем margin. Пропишем, что мы работаем с классом model title и уберем у него margin. Margin 0. У нас получается, вот есть заголовок, модальное окно. У нас есть, допустим, здесь крестик. Представим, что здесь есть крестик. Давайте мы с вами поместим наш крестик в другую позицию. Поместим его left. То есть будет слева. Как мы видим, наш крестик теперь перекрывает наше слово модальное окно. То есть мы видим, что данный элемент находится, так скажем, выше по оси Z.
чем наш элемент с текстом модальное окно. То есть у нас есть оси x, y, вертикальная и горизонтальная, и также есть ось z, которая, в принципе, движется, как бы, так скажем, на вас, то есть смотрит прямо на вас, и она такая, как трехмерная получается. И у нас данный элемент выходит из обычного потока и становится выше всех элементов других. То есть если мы уберем с вами у нашего квадрата position absolute, то мы увидим, что квадрат будет находиться вот здесь вот, то есть он находится у нас после нашего заголовка. То есть заголовок — это блочный элемент, div тоже блочный, они как бы идут в одном потоке. То есть у них есть поток, и они в нем движутся, то есть первый элемент, второй элемент и так далее. Как только мы прописываем какому-то элементу position absolute, то он выбивается из обычного потока чтения документа, и он становится в другом месте, то есть он находится выше немножко, чем остальные элементы. Если мы просто пропишем position absolute для нашего квадратика, то он останется в этой же позиции, но он находится чуть выше всех остальных элементов. Если мы с вами пропишем после него какой-нибудь заголовок, не заголовок, например, абзац, и здесь напишем текст какой-нибудь, текст, то мы увидим, что данный текст будет игнорировать наш квадрат и будет идти сразу после заголовка. Давайте посмотрим. То есть вот наш заголовок, вот наш текст. У него есть мержины, поэтому так. А квадрат находится пока что в начальной позиции, где он находился, потому что мы не использовали top, left, bottom, right и так далее. Но он находится в другом потоке, находится выше. Как только мы начинаем использовать позиционирование при помощи свойств top, right, bottom, left, тогда мы уже позиционируем элемент относительно элемента, в котором он находится, в нашем случае модуль с position relative. Если бы position relative бы не было, то мы бы позиционировали его относительно ближайшего родителя с position relative, либо всего документа, если такой не был найден, position relative ближайший. Как бы немножко сложно, но, надеюсь, как бы в принципе понятно. То есть мы меняем его поток, он находится чуть выше всех остальных элементов, перекрывает их, и мы не видим все остальное, что находится под этим элементом. Давайте мы сместим наш квадратик, опять же, обратно в позицию. Давайте пока мы с ним поиграемся немножко и, например, сделаем его тоже relative. Что у нас получится, если мы данный элемент сделаем relative? У нас получится, что данный элемент остается в потоке, то есть мы видим, что у нас сначала заголовок, потом наш элемент square и потом текст. То есть данный элемент остается в потоке чтения всего документа, его позиция в этой позиции и остается. Получилась тавтология, но так, надеюсь, понятно. То есть элемент остается в своей позиции, и на чтение документа это никак не влияет. То есть наши элементы все остаются в том же месте, где и были. Но если у нас у элемента есть position relative, мы тоже можем его менять позицию относительно той точки, в которой он находится. У нас квадрат сейчас находится здесь. И если мы ему пропишем сейчас, например, top, давайте не топ, а пропишем left минус 10, то мы увидим, что наш элемент сдвинется. Но он опять же остается в потоке всего документа. То есть мы видим, что на остальные элементы он никак не влияет, даже если мы его двигаем. Мы двигаем этот элемент относительно его позиции начальной, но он остается в потоке. Если мы его сместим чуть выше, топ, например, минус 5, то опять же это ни на что не повлияет, он просто сместится чуть выше, но его место, в котором он был, остается такое же, как и было раньше. То есть сам элемент меняет свою позицию, но его место изначально как бы остается на том же самом, так скажем, месте. То есть он занимал, давайте я это вырежу, эту позицию. Относительно этой позиции у нас устраивался merge следующего элемента, но если мы добавляем здесь с вами позицию top left, то все равно у нас как бы данный особ будет считаться от изначальной позиции этого элемента, даже если мы его сдвинули. То есть сдвиг элемента с position relative не влияет на остальные элементы. Надеюсь, как бы понятно объяснил. Немножко сложно, но надеюсь, понятно все-таки было. Ну, обычно position relative элементы не двигают никак. В очень редких случаях position relative элемента нужно как-то двигать. Обычно position relative прописывают в том случае, когда нужно, чтобы относительно этого элемента был позиционирован другой элемент. То есть, как я вам показывал с модальным окном. У нас было модальное окно с крестиком, и крестик нужно было позиционировать относительно нашего модального окна, и мы его прописывали position relative для модального окна. Давайте мы с вами вернем position absolute для нашего квадратика и пропишем позицию right минус 10, top минус 10, чтобы разместить его вот здесь вот.
А если у нас будет, например, еще один квадратик, давайте мы с вами сделаем еще один квадратик, square, скопируем его, и давайте мы ему пропишем второй класс, square 2. Так, вот так вот. Или давайте напишем ему класс, допустим, red. Сделаем второй класс red и сделаем данный квадратик красным. У нас будет два квадрата, один черный, другой квадрат красный. У нас будет square, опять же, с классом red. То есть сделаем такой с вами селектор, который объединяет в себе два класса. То есть если у нас есть элемент с классом square и с классом red, то мы с вами сделаем background color у этого квадратика красный. Давайте выберем красный цвет. Давайте посмотрим. Как мы видим с вами красный квадрат. Черного мы с вами не видим, но он есть. Он находится здесь, и после него у нас идет красный квадрат. То есть у нас два элемента рядом друг с другом. Первый элемент черный, второй красный. Но красный находится выше, чем черный. Как вы помните, у нас position absolute меняет поток у этих элементов. Они становятся выше всех остальных элементов. И опять же здесь действует правило чтения сверху вниз. То есть первый элемент находится черный квадрат, дальше находится красный квадрат. И он получается выше, чем черный, перекрывает его. Но мы эту позицию можем менять. Давайте мы с вами сдвинем наш красный квадрат немножко еще правее. Пропишем right минус 15, чтобы увидеть частичку черного квадрата. Мы видим частичку черного квадрата, да, уже есть. Если мы сдвинем его, например, топ минус 5, то мы видим, как бы, вот наш черный квадрат, который находится под красным. То есть сначала черный появляется, потом в документе появляется красный, он находится выше, чем черный. Как бы сверху вниз читаем, да, что ниже, то приоритетнее. Но мы можем менять этот приоритет по оси Z, так скажем, да. То есть у нас получается, мы выбиваем его из обычного потока документа, наши два элемента position absolute, и они сейчас находятся вот в таком вот месте. Как нам менять позицию наших элементов? У нас есть свойство Z-индекс, которое как раз таки и меняет положение элемента по оси Z. Например, у нас прописан Z-индекс 1 у этого элемента, Z-индекс 2 у этого элемента. Чем выше индекс, тем выше по оси Z он будет находиться. То есть по умолчанию в принципе так и есть. То есть если мы не используем Z-индекс, то элемент, который находится позже в HTML, он будет как бы приоритетнее и будет находиться выше. Но что если мы пропишем Z-индекс 2 для нашего квадрата первого, а Z-индекс 1 для красного квадрата, то мы увидим с вами другую картину. То есть теперь наш элемент черный квадрат находится выше, потому что у него Z-индекс больше, чем у этого элемента красного. То есть, надеюсь, это понятно. Мы можем с вами менять позицию элемента по оси Z и делать его выше либо ниже, чем остальные элементы. Чем выше число, тем выше он находится по оси Z. Так, окей, надеюсь, с этим в принципе понятно. Так, и теперь последнее, что мы с вами разберем. Если вы хотите сделать элемент какой-то, чтобы он был обычным, то есть вы сначала сделали его абсолютом, потом решили, что он будет, пускай будет обычный. Прописываем static значение. Это то же самое, если бы мы вообще не указывали position. То есть есть position static. Вот то же самое, что и вообще нету позиционирования. То есть мы position static — это значение по умолчанию, обычное поведение нашего элемента, и свойства top, right, bottom, left не работают так же, как и z-индекс. Top, right, bottom, left работают только при position relative, absolute и fixed, о котором мы сейчас с вами поговорим. Давайте мы с вами сделаем абсолютное данные два квадратика. И давайте мы с вами сделаем еще один квадратик, который будет называться, например, square fixed. Квадратик фиксированный. Давайте мы его застилизуем. В принципе, скопируем все то же самое, сделаем здесь. Только поменяем его цвет на какой-нибудь другой. Давайте выберем, например, выберем, допустим, не знаю, синий. Выберем синий и напишем здесь position не absolute, а fixed. Фиксированная позиция. Мы видим, квадратик находится здесь. То есть тоже без использования top, right, bottom, left, квадратик находится в том месте, где он был в момент чтения нашего документа, то есть в потоке.
То есть он находился без позишена здесь же, добавляем position fixed, находится здесь же. Но как только мы с вами будем добавлять top right bottom left, наш элемент будет позиционироваться относительно всего нашего документа. Но давайте добавим с вами top 0 для этого элемента с position fixed и left 0. Left 0. Элемент находится здесь. Так в чем же разница между position absolute и position fixed в данном случае? Зачем нужен fixed? Давайте мы с вами сделаем такую штуку. Я сделаю куча br тегов. Много, чтобы у нас появился scroll документа. Так, просто наставляю как бы здесь, неважно, где это будет находиться, просто вот, чтобы было. Давайте посмотрим, у нас появляется scroll. И если мы сейчас скроллим страницу, то мы видим, наша модалка уходит вверх, то есть ее позиция как бы остается здесь, где должна быть, а элемент с position fixed, он остается у нас в зоне видимости. То есть position fixed позиционирует элемент относительно нашего окна просмотра. То есть у нас находится окно просмотра вот такой квадратик, да, и элемент будет все время находиться в этом окне просмотра. То есть если мы сейчас элемент position fixed разместим в позицию bottom 0, left 0, то данный элемент будет находиться здесь всегда, в этой позиции вашего окна просмотра. Если ваше окно просмотра стало меньше, вы сидите на ноутбуке, то все равно этот элемент будет находиться в этой позиции. Если бы у нас был бы position absolute, то он бы находился бы внизу нашего вот как бы первого экрана, и все. И мы бы его не увидели, если бы мы скроллили с вами страницу. Если у нас position fixed, мы этот элемент все время видим. То есть это тоже часто встречается, например, когда вы скроллите сайт, и у вас сверху вот такая шапка, да, там где логотип, меню сайта, там, не знаю, телефон, поменять язык. Вы скроллите страницу, у вас эта шапка все время сверху. Это как раз таки и есть position fixed, то есть элемент фиксирован сверху всегда при скролле страницы. И даже если данный элемент будет находиться square fixed в элементе с position relative, то есть если мы поместим данный элемент square fixed сюда, наш класс model, у которого есть position relative, все равно наш элемент, он будет позиционироваться относительно нашего окна просмотра. То есть, в принципе, на него не влияет никакой position relative, в отличие от position absolute. То есть мы видим, все равно элемент остался здесь. Но, конечно же, лучше такие элементы, чтобы они находились как бы были непосредственно родителями, то есть непосредственно дочерними элементами тега body, так будет безопаснее, и бывают всякие разные случаи, поэтому лучше, чтобы элементы, которые вы позиционируете фиксированно в окне просмотра, чтобы они были прямыми потомками тега body. Так будет безопаснее, и не будет у вас никаких заморочек в будущем. Как бы пока не буду говорить примеры, потому что довольно-таки сложные примеры. Вот, пока что просто вам для информации знайте, что лучше элемент, который вы позиционируете фиксированно, position fixed, размещать непосредственно сразу после тега body, либо перед его закрытием. То есть, чтобы у тега body был прямой потомок данный элемент. Вот, надеюсь, с этим понятно. То есть мы с вами разобрали такие вот свойства: position, top right, bottom left и z-индекс. И также значения static, relative, absolute и fixed. Надеюсь, в принципе, было понятно по теории. И мы с вами, конечно же, над этим всем поработаем. И вам будет еще более понятно, когда мы уже будем делать что-то более приближенное к реальному миру. К реальному миру веб-разработки. Ну что ж, на этом пока что все. Нет, не все. Подождите. У нас еще есть такая штука, как позиционирование в процентах. Чуть не забыл. Если мы с вами прописываем как бы позицию в пикселях, то мы позиционируем, делаем отступ в пикселях. Но мы также можем задавать отступ в процентах. Например, мы наш квадратик хотим сделать ровно по центру, чтобы он находился по оси Y по центру. Вот здесь вот. Мы можем с вами прописать топ 50%, left 0. Наш квадратик будет находиться здесь. Но если мы посмотрим, он не идеально по центру. То есть мы видим, он чуть ниже, потому что отчет идет от верха, от верхней точки данного элемента. То есть мы сдвигаем его от верхней точки.
не очень красиво. То есть, если у нас высота будет больше, например, 100, то мы увидим, что как бы элемент, ну, не по центру. То есть, очень заметная разница. То есть, здесь большой отступ, здесь маленький. Как бы, но эта точка верхняя, она находится ровно по центру. Верхняя точка этого элемента. Поэтому нам нужно сдвигать элемент. То есть, мы можем использовать margin top, отрицательный для таких случаев. То есть, пропишем margin top. Отрицательный, который равен 1/2 высоте элемента, например, минус 50 пикселей. И теперь мы смещаем наш элемент отрицательно вверх, вот так вот, и наш элемент становится идеально ровно по центру. То есть, если вы хотите сделать элемент идеально ровно по центру по оси Y, мы пишем топ 50% от верхнего края и делаем margin top минус его высота, деленная на 2. То есть делим 100 на 2, получаем 50. Если бы у нас был бы квадратик 50 на 50, то мы бы отнимали бы здесь минус 25 margin top. То есть мы margin top это сдвигаем в другую сторону. То есть если мы margin top 25, мы сдвигаем элемент вниз, а минус 25 мы сдвигаем его вверх. То же самое и с left. То есть если мы хотим сделать элемент по центру, по горизонтали, мы пишем left 50 пикселей, то есть 50% у нас элемент сдвигается влево, но он опять же находится не идеально по левому краю, то есть не идеально по центру, по горизонтали, а немножко правее, потому что отсчет идет от данной точки, левой точки данного элемента. Поэтому прописываем margin left минус 25. Опять же, половина ширины нашего элемента. Мы получаем элемент ровно по центру нашей страницы теперь. То есть он находится всегда по центру ровно-ровно. Опять же, способов выравнивать идеально по центру множества, но пока что такой вот способ мы с вами разобрали, он имеет место быть, он используется, и потом, конечно же, с вами разберем также другие примеры. Но это чуть позже, потому что там уже другие вещи совсем используются. Ну что ж, вот в принципе и все. То есть мы также можем помимо пикселей задавать отступы в процентах, например, сделать там, если вы не хотите использовать там эти margin top left минусовые значения, то мы, например, можем здесь просто там прописать какую-нибудь позицию в процентах. Она будет считаться, конечно же, от окна просмотра проценты. Если у нас position fixed элемент, то у нас проценты считаются относительно нашего окна просмотра. Поэтому позиция его меняется. Вот, ну как-то так. На этом теперь точно все. Надеюсь, вам было хоть чуть-чуть понятно. Если нет, то не бойтесь, мы с вами со всем этим всем разберемся, так что у вас не останется вопросов. Ну что ж, на этом все. Увидимся с вами в следующем видео. В этом видео мы с вами поработаем с позиционированием, закрепим наши знания. И давайте мы с вами сделаем новый проект. Я уже его сделал, тоже сделайте. Я назвал проект просто Position. И здесь у меня подготовлен скелет документа. Вот он. Потом у меня здесь есть CSS файл. В принципе, он простой. Margin у body убрал и прописал background color. Ну и в принципе все. И также нам понадобятся картинки. Тоже их используйте в своем проекте. Мы из этих картинок сделаем сейчас композицию. У нас есть картинка машины, облако, дороги и дерево. Давайте мы с вами в индексном файле сделаем div, который назовем composition. Композиция у нас будет такая. Composition. Composition. Давайте мы данный div застилизуем, перейдем в CSS и пропишем ему стили. Пропишем размеры и пропишем выравнивание по центру. Давайте возьмем картинку road, там где у нас дорога, она будет как бы основная по размерам. Давайте посмотрим ее размеры, у нее 650 пикселей в ширину, нам в принципе нужна ширина. Давайте мы используем для нашей композиции именно эту ширину, 650 пикселей. И, например, высоту сделаем, не знаю, ну допустим 400 пока что поставим. И давайте мы выровняем по центру, margin 0 auto, можем сверху и снизу добавить, чтобы просто плотно не прилегало к верхним краям нашего браузера. Так, ну вот получается такая картина. Давайте также пропишем background color какой-нибудь, например, белый background color и посмотрим. У нас появляется вот такое окошко, в котором мы сейчас будем вставлять разные картинки. Так, давайте мы вставим первым делом дорогу. Вставим просто тег image, пропишем атрибут src, в котором выберем картинку road
дорога. И пропишем атрибут alt. Давайте посмотрим, у нас вставляется такая картинка. Давайте мы ее спозиционируем абсолютно относительно нашего окна. То есть мы сделаем что? Нам нужно спозиционировать картинку дороги. Давайте мы ей пропишем класс, например, road, класс дорога. Давайте мы пропишем для этого класса position absolute и прижмем к низу нашего блока. Bottom 0 пропишем. Bottom 0. И можем также указать left 0 для надежности. Давайте посмотрим, у нас дорога уехала сюда, потому что мы не прописали position relative для этого блока. То есть, если мы хотим какой-то элемент страницы позиционировать относительно какого-то элемента, то мы для него прописываем position relative. То есть, в данном случае мы прописываем position relative для блока composition, потому что мы хотим данный блок road позиционировать относительно этого блока. Давайте посмотрим. Теперь мы видим, что наша дорога теперь находится внизу блока composition и находится здесь. Окей, в принципе, это мы с вами сделали. Теперь давайте мы с вами вставим машину. Используем картинку car.png и пропишем класс car. Давайте посмотрим. У нас появляется вот здесь сверху машина. Давайте мы ее поставим на дорогу. Данную машину переходим в CSS и пишем, что мы стилизуем опять же класс car. Мы хотим спозиционировать абсолютно данную картинку. И, например, пропишем right 30 пикселей. И, например, bottom пропишем тоже пока 30. Давайте посмотрим. Наша машина встала на дорогу. В принципе, окей, можем ее чуть выше поднять, то есть сделать bottom снизу побольше, чтобы машина чуть выше поднялась. Ну, в принципе, теперь нормально смотрится она на дороге. И как бы мы видим, что у нас машина находится поверх картинки road. То есть, потому что у нас идет чтение документа сверху вниз, опять же. Элемент, который находится ниже, он имеет больший приоритет именно в построении документа. Если бы у нас, например, была бы машина первым элементом, то у нас машина была бы за дорогой, то есть мы ее не видим. Но мы можем с вами поработать с z-индексом, то есть мы хотим, чтобы машина была на первом плане, а дорога на втором. Для этого мы с вами прописываем z-индекс 1, например, для дороги, и z-индекс пропишем 2 для машины, то есть z-индекс для машины должен быть больше. Давайте посмотрим. Теперь мы видим, что у нас машина появляется на дороге, даже если данная картинка вставлена до картинки с дорогой. Окей, это мы с вами сделали. Теперь давайте мы вставим дерево. Давайте мы еще одну картинку используем в нашей композиции. И картинка называется 3 дерево. И здесь давайте класс пропишем 3. Переходим в CSS, пишем, что мы работаем с классом 3. Опять же прописываем position absolute. И давайте спозиционируем ее куда-нибудь, например, right пропишем 50 пикселей. И, например, bottom пропишем, ну, допустим, 80. Давайте посмотрим, где оно появится, наше дерево. Мы видим, наше дерево появилось здесь. Мы же хотим, чтобы дерево было выше, чем дорога, то есть находилось на дороге, да, но ниже, чем машина, то есть чтобы машина перекрывала дерево. Как нам в этом случае поступить? То есть, в принципе, первый элемент должен быть road, z-индекс 1, потом должен быть z-индекс 2 у дерева. Давайте пропишем. Но у нас z-индексы совпадают с машиной, но поскольку картинка с деревом вставлена после картинки с машиной, она находится выше. И чтобы нам это исправить, мы прописываем z-индекс 3 для машины. То есть у нас машина на самом первом плане, у нее должен быть самый большой z-индекс. Давайте посмотрим. И как мы видим, у нас теперь дерево находится перед дорогой, но за машиной. Теперь давайте мы с вами вставим облако. Скопируем тег image и будем использовать с вами картинку под названием... Так, как картинка называется? Давайте посмотрим. Так, вроде бы называлась Cloud. Давайте я ее переименую. Так, вот Cloud. У меня, видимо, первая буква C была русская S. Потому что по букве C он не искал почему-то. Ну окей, теперь все хорошо. Давайте мы назовем класс Cloud и посмотрим. У нас появляется облачко. Давайте мы его где-нибудь сверху спозиционируем немножко. Например, мы хотим, чтобы наше облачко, Cloud, опять же, position absolute прописываем для облачка.
абсолют. И, например, мы сверху сделаем небольшой отступ в 30 пикселей, топ 30 пикселей. Давайте посмотрим. Облачко чуть сместилось. И давайте пропишем, например, left, пропишем минус 20. Вот такое значение пропишем. И мы увидим, что облачко немножко вылезает за нашу картинку, то есть за нашу композицию. Окей, давайте мы вставим с вами еще одно облачко. Скопируем картинку и напишем здесь Cloud 2. Cloud 2 класс. Пропишем для него стили. Опять же, мы хотим данное облачко расположить где-нибудь правее, но чтобы оно было под нашим первым облачком. Давайте мы пропишем то же самое, только сделаем отступ сверху поменьше и сдвинем влево на, например, 120 пикселей. Появляется второе облачко. Как нам сделать его, чтобы оно было ниже, чем первое облачко? Для этого, опять же, используем z-индекс. То есть мы пишем, например, z-индекс 1 для первого облачка. Для второго пишем z-индекс 2. Но здесь нам нужно наоборот, точнее, сделать, чтобы второе облачко было под первым. Пишем здесь меньше z-индекс, чем здесь. Давайте посмотрим. У нас получается, что первое облачко перекрывает второе. И давайте с вами вставим еще одно облачко. Третье, Cloud 3. И, например, мы его расположим где-нибудь справа нашей композиции. Cloud 3. Пропишем здесь right, например, 50, топ, например, там 20, допустим. И вот наше облачко находится здесь. Отлично, в принципе, мы с вами композицию сделали. Как вы видите, в принципе, здесь не очень сложно. Главное понимать эту работу, так скажем, слоев, что должно быть перед чем и так далее. Соответственно, вы прописываете нужный z-индекс. У кого-то поменьше, у кого-то побольше. Давайте разберемся с вами, что делать, если мы хотим скрыть элементы, которые вылезают за нашу композицию, чтобы их не было видно. Для этого мы с вами для нашей композиции пропишем свойство, которое называется overflow, и пропишем значение hidden. Тем самым мы скроем все то, что вылезает за пределы нашей композиции. То есть у нас композиция конкретных размеров, и если мы не хотим показывать все то, что вылезает за его пределы, мы с вами используем свойство overflow со значением hidden. Также, если наше облако вылезет за пределы нашей композиции сверху, допустим, то оно тоже здесь будет обрезано. Таким образом, мы можем с вами делать композицию, у которой как бы все находится в рамках ее размеров. Ну что ж, в принципе, как-то так. Надеюсь, вам стало еще более понятно, как работать с позиционированием. И в дальнейшем, когда вы будете сталкиваться с ним в практике, у вас будет меньше вопросов. Ну что ж, на этом все. Увидимся с вами в следующем видео.